Так. Ага. Нифига не ага. Так, это мы сделаем. Так, это надо поднять. Ага. Так. Ну-ка, блин. Николай Геннадьевич, если вы перестанете что-нибудь мне писать, то, наверное, я даже что-нибудь еще и увижу на экране. Так, на экране. Так, ага, замечательно. Это я вижу. Ой, ага, теперь я это вижу. Так, очень хорошо. Так, это я тоже вижу. Так, что у нас надо? Звук нафиг, яркость. Ага, ну хотя бы вот так. Так. Так, я читать могу. Сообщения. Сообщения все. Замечательно. Так. Ну что, господа. Ну да, сегодня, собственно, не суббота. Сегодня у нас всего-навсего середельник. Вот. Ну а что по большому счету делать? Да, всех загнали, всю страну сейчас загнали на так называемую самоизоляцию. Что сие таке, блин, не совсем понятно. Потому что федеральных законов такой херни, собственно, нет. Вот. Милиция катается по улицам с включенными мигалками и круглыми глазами, не понимая, собственно, тоже, что происходит. Поскольку им сказали бдить, они бдют, а что делать с теми, кто не бдится, не совсем понятно. В законе у нас прописаны нормы. Ну, во-первых, граждане у нас подчиняются федеральному законодательству. Все остальное это, по большому счету, так сказать, разъяснение для федерального законодательства. Вот. Все остальное, да, там все приказы, которые издаются, местные, значит, штрафуют. Еще раз, штрафовать могут исключительно тех, кто, скажем так, обязан сидеть дома, потому что у него диагностирован, значит, этот самый вирус, но его почему-то не кладут в больницу, либо потому что он приехал из-за границы, у него карантин сейчас. Поэтому он должен сидеть дома и никуда не шарахаться. Значит, чтобы вы понимали, еще раз продолжаю. Значит, граждане подчиняются у нас федеральному законодательству. Все. В федеральном законодательстве есть три такие вещи, которые вы должны понимать. Есть, значит, домашний арест. Вот. Это норма, как сказать, мера пресечения в случае граждан, которые, например, осуждены за что-то или находятся под следствием, им избирают меру пресечения не подписка о невыезде, значит, не чуть жестче, чем подписка о невыезде, это домашний арест. Но эта норма значительно мягче, чем отправить товарища в изолятор временного содержания или тем более следственный изолятор. Вот в чем дело. Понятно, да? Товарищ под арестом, сидит дома. Максимум, куда он может сходить, это в булочную. Соответственно, на ножку ему надевают браслет электронный, вот, с GPS, и по этому браслету отслеживают, где он, собака, находится. Вот. При попытке, значит, слинять за пределы квартала, соответственно, выезжает сразу группа перехвата, отлавливают. И тогда гражданин реально, значит, в состоянии уже загреметь на тюрячку, то есть следственный изолятор, где он будет находиться в менее комфортных условиях, вот, и менее комфортными личностями в компании. Значит, да, это раз. Второе, значит, у нас в случае эпидемии, например, в случае эпидемии, граждане должны находиться в пределах населенного пункта, но могут выходить из дома, если введен карантин. Есть такая мера – карантин. Значит, официальная. Уже говорил об этом. Значит, но, опять же, дома сидеть никто не обязан в этих случаях. Сидеть дома обязаны только в том случае, если указом сверху, опять же, федеральным
указом президента вот, вводится чрезвычайная ситуация в стране или в каком-то регионе. На основании этого могут ввести такую хрень, как комендантский час, например. Ограничить передвижение граждан, значит, там по городу и так далее и тому подобное. Вот. Подобные вещи у нас вводились, например, в тех местах, где случались стихийные бедствия, для того, чтобы облегчить работу спасателям и для того, чтобы исключить такую вещь, как мародерство, например. Вот. А сейчас какая-то ерунда, которая федеральным законодательством не предусмотрена, вот, на основании чего людей штрафуют и за что, собственно, еще раз говорю, у нас не введено положение карантина. Не введено положение карантина. Ну да, могут, например, там, есть у нас сейчас милиция, вот, я, скажем так, все-таки профессиональный мент, у меня образование соответствующее, корочка соответствующая, закончил учебное заведение соответствующее. Сейчас зачастую спрашиваешь, значит, товарищей в форме, ты что закончил? У меня высшее образование. Да мне насрать какое, высшее, среднее там, или церковно-приходская школа. Что именно закончил? И начинают рассказывать, сельхозакадемия там, какой-нибудь техникум, блин, строительный, понимаете, и так далее. Что эти люди знают о законе? Ничего, от слова совсем. Бывают те, кто дослужился там до капитана, до майора, а у них, извините, они закончили, что закончил? В лучшем случае университет, юридический факультет. Но юридический факультет в университете, он дает общие юридические знания. Он не дает специфики, он не дает, скажем так, направления на охранение закона, в принципе, и так далее. И вот эти вот, понимаете, поведение людей, которые окончили непосредственно специальное учебное заведение по линии МВД, оно отличается очень сильно от тех людей, которые закончили просто универ, там, юридический факультет. Вот. Потому что одни все-таки специально шли, конкретно понимая, что они хотят от жизни, да, там какие-то идеи в голове были. Вот. А другие, соответственно, там, ну, юрфак, почему? Ну, это престижно. А потом, соответственно, на работу куда? А куда взяли? Вот. Хотел быть адвокатом там мозгов не хватило, ну, пошел ментом работать. Ну, тоже хорошо. Вот. Но направление разное, понимаете? Восприятие реальности совершенно другое. Скажем так, вот хотелось бы, конечно, на сегодняшний день пообщаться с руководством хотя бы на уровне начальника райотдела, например. Я уже молчу там на тему, значит, управы, значит, там или с министром хотя бы местным пообщаться, да. Вот, хотя бы на уровне с начальника райотдела бы пообщаться, посмотреть. Потому что обычно, ну, что у нас, да? Менты, ФАС, те очень хорошо, очень хорошо. А на каком основании? Вы нам закон дайте. Вот на основании чего мы должны штрафовать? Какие меры? Где это в законе прописано? Потому что, если что, в прокуратуру потащат их, в суд потащат их. И им это совершенно не хочется. Если они понимают, что, собственно, происходит. Если они не понимают, если там, блин, набрали на столбе, грубо говоря, да, потом, понимаете, вздрючили там несколько раз на совещании, потом отправили граждан, значит, дрючить. Ну, такие, да. Он приезжает из деревни, ну, ты че, блин, он всю жизнь городских не любил, а теперь, значит, у него возможность городских тут дрючить по полной программе. Вот. Таких видно сразу. Он сидит барин, блин. Вот. Таким вот образом. Поэтому здесь, да, смотрите,
по факту, смотрите, по месту, вас будет спасать юридическая грамотность. Вот, собственно, как всегда, грамотность в любом вопросе, в этом же вопросе вас, соответственно, всегда спасает. Поэтому, если уж вас загнали на карантин, нет, не будем называть на карантин это неправильно, именно режим самоизоляции. Кстати говоря, смотрите, получается очень интересный момент. Теоретически должен быть указ президента об том, чтобы отправить всю страну, значит, на этот самый режим самоизоляции. И здесь кроется сразу два подвоха. Значит, первый. Всем, в принципе, уже понятно, что экономика в результате вот этой всей хренотени накрывается. Значит, умерших в результате того, что люди потеряли работу, тупо сейчас люди сидят, проедают деньги, им никто ничего не компенсирует. Когда они выйдут на работу, у многих выяснится, что они, уволены, или, там предприятие просто обанкротилось, поэтому им, опять же, никто ничего не заплатит. И поэтому впереди еще, значит, период, когда надо найти какую-то работу, чтобы было что жрать, чем детей кормить. Вот, понимаете? И у нас, получается, федералы, что, ручки умыли? Да? Они же такого указа не издавали. Они все прекрасным образом спихнули сейчас на местных. Вот у нас тут Бричалов, понимаете ли, издал такое распоряжение. Кто такой Бричалов и что стоит его распоряжение? Еще раз, я как гражданин, я подчиняюсь федеральным законам. Господину Бричалову, как главе Удмуртии, я не подчиняюсь. У меня есть президент, у меня есть, значит, там товарищ Мишустин, который в состоянии, значит, издавая законные акты, определять мою, понимаете ли, жизнедеятельность. Вот. А господин Бричалов нет. Он должен следить, по большому счету, за тем, чтобы вот эта вот самая жизнедеятельность, она здесь как-то поддерживалась. Но на него свесили вот эту задачу. Он оказался крайним. Он издал какое-то там распоряжение. Распоряжение я, значит, совершенно, я так и не нашел. Что за распоряжение? Что это? Приказ? В какой это форме? Во всех новостях, значит, написано, он об этом рассказал у себя ВКонтакте. Ну, ядрить Мадрид. У нас что, ВКонтакте, блин, законодательная база теперь, да? Что это у нас? Документ теперь? Вот. Что это такое, блин? Это ни о чем. Вот. И он сказал, значит, что я должен самоизолироваться. Опять же, вот здесь кроется второй подвох, да? Самоизоляция. Хоть там и сказано, что граждане должны самоизолироваться, там, они обязаны там сидеть дома. Но, еще раз, понимаете, любая законная норма подразумевает всегда, образно говоря, значит, пряник и кнут. То есть, пряник, господа, если вы будете выполнять то, что вам сказано, вам за это ничего не будет. И, соответственно, кнут. Если вы не будете выполнять, вы будете нарушать, соответственно, вы получите там от штрафа до, соответственно, отсидки на всю оставшуюся жизнь. Понимаете? Все очень просто у нас в законодательстве. Здесь, соответственно, с этими нормами штрафы есть? Нет. Почему? Он не в состоянии вводить эти штрафы. Бричалов не в состоянии вводить вот эти вот штрафы. Вот здесь, вот на этом уровне. Нет, он может, скажем так, определить стоимость проезда в транспорте, да, утвердить стоимость проезда в транспорте. Он может, соответственно, там утвердить стоимость штрафов за то, что вот нарушение проезда и так далее. И то, по-моему, это федералы у нас определяют. Вот сколько там МРОТ составляет штраф. Собственно, все. Понимаете? Потому что если бы все это хозяйство было в его компетенции, он бы так и писал, что вводит режим карантина. Но он вводит режим самоизоляции. Потом, когда граждане, которые остались без работы, без денег, с голодными детьми на руках, с долгами по ЖКХ, придут к властям и спросят, какого лешего, блядь, вы нас лишили работы, лишили возможности зарабатывать под страхом штрафов, да, а сейчас идет фактически запугивание по большому счету, вот,
Машины с мигалками ездят, по телеку показывают, Госдума приняла штрафы там, усилила там, Мишустин сказал поднять штрафы для физлиц до 300 тысяч рублей. До 300 тысяч рублей в случае нарушения режима карантина. Еще раз объясняю, нет режима карантина, он не введен, потому что нет эпидемической опасности. Вот. Так вот, когда граждане придут и спросят, какого, дайте нам теперь денег, накормите наших детей, что им скажут? Ну, во-первых, как всегда, президент у нас ни при чем, потому что он указов никаких не сдавал. Он скажет, а это у вас что-то, Бричалов виноват. Во! К нему все вопросы. Тот скажет, а я что? Я карантин не вводил. Это был режим самоизоляции. Вы, господа, сами себя изолировали. Ну, мы вам рекомендовали, ну, чисто так. Но карантин же никто не вводил. Уси-пуси, внимательно следим за руками, да? А что это там, задница? А ручки-то вот они, как в том анекдоте, пошлом. Понятно, да? Все. Вот и вся это самое. Ерунда. Так вот, по реальным оценкам, в результате вот этих всех мероприятий, от бытовой неустроенности, от голода, недоедания и так далее и тому подобное, погибнет значительно больше народу, чем могло бы погибнуть, если бы просто не обращали внимания на этот вирус. Значительно больше народ погибнет. Это будет точно так же, как в 90-е годы, когда была жуткая, дичайшая смертность. Люди умирали, потому что... Нет, не потому что они пили, что попало, нет, а и потому что они банально не доедали. Потому что был дичайший стресс. Ежедневный, длящийся, постоянный стресс. Потому что ты утром пошел на работу, у тебя была одна цена на продукты в магазине, ты вечером пошел с работы, у тебя в магазине другая цена, и ты уже не можешь ничего купить, пожрать. Ты на что хватило, наскреб, купил, принес домой, дети голодные есть хотят, ты сам жрать хочешь, значит, и так далее. А на работе тебе говорят, что, все. Они тут, понимаете ли, без тебя обходились вот, во время мероприятия, ну и теперь и дальше могут обойтись. Понимаете, какая ерундистика? Вот. То есть у нас немножко сейчас вот такая вот какая-то странная вещь происходит. Сейчас фактически происходит добивание российской экономики. Вот. Добивание российской экономики. Еще раз. Вот, еще раз. Значит, так, смотрите, ну давайте, вот Берта Кузьмина, я дома, не ментов боюсь, а берегу себя там и так далее и тому подобное. Замечательно, замечательно. Еще раз, понимаете, когда вы находитесь на свежем воздухе, на солнце, как минимум иммунитет не падает, а весной он начинает расти. Потому что зимой было пасмурно, солнца не было. Значит, запас витаминов, которые генерируются, синтезируются на солнце, и это не только D3, там длиннющий список, который просто не опубликован нигде. Вот. Иммунитет на солнце повышается, без солнца продолжает падать, как он делал всю зиму. Собственно, это раз. Второе. Когда вы сидите дома, через систему вентиляции происходит перезаражение. Во-первых, у вас в помещении происходит перезаражение. Не дай боже, кто-то из вас притащил вируса, да? Значит, если бы вы условно там погуляли по улице там несколько часиков на солнце, туда-сюда, человек проветрил дыхательную систему, все было бы нормально. Придя домой, он это дело выдыхает, вдыхает, выдыхает, вдыхает. Мало того, вместе с ним начинают вдыхать это хозяйство окружающее. Мало того, если вы живете, значит, на каком-то этаже выше первого, соответственно, вы начинаете заполучать себе часть того воздуха, которым дышали все, начиная с первого этажа. И так далее, до последнего. Даже если вы просто открываете окно, у вас из форточки этажа ниже
выходит теплый воздух из квартиры и преспокойненько засасывается к вам. Потому что у вас есть тяга через форточку, значит, потому что обеспечивает вентиляцию и так далее. Понятно, да? Это классика. Это надо понимать, но некоторые власти у нас этого не понимают. Таких вот достаточно простых, элементарных вещей. Вот. У нас тоже уже не до 5.04, а до особого распоряжения, да, ввели. Но еще раз, ну, вот, скажем так, у меня жена, да, сейчас тоже, значит, ее с работы, вот, работа закрыта, все, ну, она сидит дома, замечательно. Вот, я как дома работал, так я дома и работаю, собственно, для меня ничего не поменялось. Вот. А для нее, да, вот все. И, скажем так, в определенных условиях, если ее фирма не выживет, в которой она работала, да, вот, а она может и не выжить, легко непринужденно, потому что арендатор обычно все равно арендную плату хочет, неважно, получаешь прибыль, не получаешь, блин, ты плати. Ему-то пофигу, он не хочет терять ничего. Вот. У него там, потому что в том числе свои затраты есть. Вот. Да. Ну, ладно, это моя жена, она остается, значит, со мной, да. Вот. Моего заработка, наверное, нам хватит. А в другом случае, ну, такая вот ерундистика. Значит, не совсем понятно, зачем все это хозяйство делается, если только не предположить, что на самом деле сейчас идет уничтожение экономики российской окончательно для все-таки потом сдачи территории. Значит, вариант второй. Вполне может быть так, что те, кто принимает решения, не до конца понимают последствия своих действий. И такое тоже может быть. Когда человек говорит, что, блин, 17-18 тысяч дохода это средний класс, и это вам не Франция, ну, начинаешь невольно сомневаться в адекватности такого человека, правильно? Вот. Как-то так. Да. Как-то так. Ну, поживем, увидим. Мир перестроится. Блин. В 90-е, ребят, еще раз, в 90-е мир перестраивался. Вот тот привычный мир, в котором я, например, жил и жили все остальные, да, он тоже перестраивался. Значит, ну, не совсем я рад все-таки тому, что я вижу сейчас. Вернее, совершенно не рад. Вот, мне есть с чем сравнивать, поверьте. Даже, что называется, тоталитарный совок значительно лучше, чем вот эта нынешняя свобода и демократия за окном. Извините, при тоталитарном совке вот такой херни не было. Чтобы сидели все дома, блин, и это самое, под страхом штрафа, блин. И менты с мигалками катались. Ребят, такой фигни не было. В принципе, ну где вот сейчас эта демократия, блин, расскажите-ка мне о ней. Есть просто инфоповод для того, чтобы нас загнать сюда. Еще раз, я пытался найти хоть какую-нибудь информацию, ну, в смысле реальную, более-менее подтвержденную о том, что за коронавирусом стоит что-то еще. Там какие-то страшные осложнения или еще что-то. Слухов ходит до хрена. Именно что слухов. Слухи разносят медики, слухи разносят МЧСники, значит. Одна тут МЧСница рассказала, блин, вот приехала чиновница, никому не сказала, что она была за границей. Это оксиморон. Что значит, блядь, чиновница не сказала и никто не знал, что она была за границей. Это оксиморон. В принципе, блин, это значит бардак полный. Вот. Потом она приехала, значит, приехала там из Италии, собрала совещание, 38 человек, всех заразила. Их всех увезли, значит, в селычку, там больница, с легочниками и так далее и тому подобное. Удивительно, но эта цифра совпадает с теми 37 человеками, которые сейчас находятся под наблюдением в
инфекционки нашей местной, ижевской. То есть МЧСница, грубо говоря, дуракам, ну как, все, поняла неправильно, пересказала вообще все наоборот. Все. Да, баба дура не потому что дура, а потому что баба, элементарно. Значит, второе. Медики рассказывают, все больницы забиты, понимаете ли, людьми с воспалением легких. Очень хорошо. Начинаешь спрашивать. Ну, одну медичку я, грубо говоря, хорошо знаю. Ей надо каждый год выдавать премию, значит, почетное первое место, как главному паникеру. Да, это раз. Второе, начинаешь спрашивать, выясняется, что в ее больнице там ничего не забито. Это в какой-то другой больнице. Ну, если в другой больнице забито, в этой-то почему не забито? Должны были перераспределить немножко. Такого не происходит почему-то. В первой РКБ там, все забито. Так в первой или все забиты? И почему именно в первой забито? А почему вот я ходил гулять, значит, вторая городская здесь, шел мимо корпуса, где стационарник, где как раз с воспалением легких люди лежат в том числе. Как горело немножко окон, как я вот раньше ходил вечерами, гулял, видел. Ну, да, люди там немножко лежат, немножко болеют. Это видно. Ну, так и здесь абсолютно не все, и даже не половина окон освещена. Вот. Небольшая часть. То есть загрузка не выросла, второй городской. Вот. То есть начинаешь фильтровать информацию, и получается, что вот эти фейки разносят сами паникеры. Среди врачей они тоже есть. Среди МЧСников есть дураки, паникеры, которые тоже, значит, там рассказывают какую-то чушь, бред и ересь. Которые, значит, да, причем вот этих должностных лиц, их на совещании вздрючивают и говорят, обстановка очень серьезная. Что еще сказали? Ничего больше не сказали. Почему серьезно это? Что там еще-то, кроме вируса? Не знаю. Ну а как сказали? Ну так и сказали, обстановка очень серьезная. Но извините, это что? Это ничего, это фейк. То есть просто всех надрючивают сверху, чтобы все бегали, значит, задравши хвост и выпучив глаза, и не задавали вопросов. Чего бояться-то? Еще раз говорю, на сегодняшний день в Ижевске из 4, кто, значит, у нас тут был отловлен с коронавирусом и помещен на лечение, 3 уже выписаны, 4 готовится к выписке. Вот эти вот почти 40 человек, 37 человек, которые контактировали с этими 4, но болеть отказываются. Просто. Да, контактировали. И все. Находятся под наблюдением, все хорошо с ними. Понимаете, врачам из инфекционки скрывать эту информацию смысла нет. Они дают интервью, пожалуйста, открыто, без маски, на камеру, рассказывают, вот хорошо. Но по телевизору рассказывают не об этом, по телевизору рассказывают о том, сколько заболело. Очень хорошо, дайте нам, пожалуйста, сравнительные цифры с тем, сколько обычно заболевало в связи с сезонным гриппом. Потому что нынче сезонного гриппа фактически нет. У нас вот все занято этим коронавирусом. Вот. Мне, как гражданин, очень хочется получить полноценную, точную, исчерпывающую информацию. Но у нас, извините, цирк Шапито. Вместо того, чтобы нам главный санитарный врач рассказывал о том, как себя вести во время этой так называемой эпидемии, вместо того, чтобы нам кто-то из заместителей, ну хотя бы заместителей министра здравоохранения рассказывал о том, значит, как себя вести в связи с этой эпидемией, какие меры предпринимать, нам об этом рассказывает цельный премьер. Извините, у меня вопрос сразу. А он что, медик? Или ему заниматься больше нечем? Или он на этом пиарится, Ну, я понимаю, блогеры там, значит, да, хайп там в Ютубе и так далее и тому подобное. Ну, а тут что? Тут то же самое, что ли? Вау, это самый крутой блогер, да? И у него самый крутой, канал в Ютубе получается, да? На всю страну транслирует по центральному телевидению. Так, что ли, получается?
Как это, блин? И он рассказывает, блин, вся вот эту вот элементарщину. То есть, еще раз, дальше. Если все так серьезно, так страшно, почему не проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции городских объектов, объектов городской инфраструктуры? Транспорт изнутри моют, да, когда он приезжает на конечную. Классно, молодцы. И все? Но вирус-то у нас же, как говорят, воздушно-капельным путем переносится. Но у нас город характерен тем, что у нас здесь есть трамваи и троллейбусы. На долю автобусов выпадает не такой большой объем перевозок. У нас трамваи и троллейбусы – это электрический транспорт. Вот. Причем с хорошей такой вентиляцией от морды, значит, к хвосту. Ну, вы поставьте там, например, озонирующее устройство. Вот. И пусть у вас весь воздух, вот этот озон, проходит по всему салону и обеззараживает воздух, например. Этого нет? Нет. Ну ладно, хорошо, хрен с ним, озонаторов мало, поэтому, значит, не до того. Фиг с ним. В магазинах можно, блин, озонаторы повесить? Можно. Кварцевые лампы. Есть вот эти вот лампы, которые светят вверх. Соответственно, значит, она обеззараживает тот воздух, который проходит через нее. В больницах такие обычно, в коридорах. Видели, наверное. Вот. И плюс ко всему она озонирует еще воздух. Очень хорошо помогает, а очень прекрасно работает в домашних условиях, например. Вот. В больницах тоже отлично работает. В магазинах поставили такие. Ну, помните, шумиха была, значит, там у Путина в кабинете стояла какая-то такая байда, народ определил, что это как раз-таки там вот эта вот переносная установка, которая обеззараживает воздух. Как раз то ли свинский грипп ходил, то ли птичий грипп ходил. И у Путина в кабинете, когда он что-то рассказывал, такой вот, засекли, ему специально вопросы задавали. Замечательно. Но ведь можно что-то склепать попроще и раскидать по магазинам, куда люди ходят. Можно. Есть там такая фигня? Почему? Блин, ну ведь опасно же. Ну ведь серьезно ведь, ёпрст. Ну ведь магазины это же место, где вот люди перезаражаются. Это же опасно, это же серьезно. Почему власти не предпринимают в таком случае мер дезинфекции? Мне вот прям неведомо. Девчонок и Серж, да, обязали носить маски, блин. Разговаривала, я говорю, ну вот, блин, такая красавица была, теперь в маске вот, рассчитывала жениха себе найти, теперь в маске хрен найдет, никто ж не видит, блин, какая она там теперь красавица за этой маской. Ага. Вот. Понимаете? Какая-то такая вот штука получается. Нелогично совершенно. Так. Мое, соответственно, значит, рекомендация. Ну, во-первых, добудьте, где хотите, как хотите, значит, подобный озонатор, подобную кварцевую лампу, кварцуйте помещение. Поставили, 20 минут прожарили, открыли форточку, чтобы озон улетучился, потому что он все-таки тоже достаточно токсичный. Мужикам им дышать категорически, блин, нежелательно, вредно, влияет на сперматогенез, например, и вообще потенцию. Понятно, да? Значит, раз. Второе. Дезинфицируйте помещение. Ну, не вы, кто-то может притащить всякую бяку. Дезинфицируйте помещение просто потому, что вы скученно в нем находитесь. Несколько человек. Вот. Я, конечно, понимаю, несколько человек надышали, там, ну, да, стало тепло, уютно и так далее. Но лучше проветривать. Вот. Вентиляцию по возможности заклейте, чтобы, блин, к вам не попадало то, что снизу. Вот здесь вот у меня, например, система вентиляции такая очень интересная, когда внутри этажа ниже кто-то жарит рыбу, блин. У меня такое впечатление, что рыбу жарят строго у меня вот здесь вот. Да, когда сосед снизу курит, ну, я курю, считай, вместе с ним по-цыгански. Вот. Хорошо, что я в результате того, что бросил курить, не приобрел отвращение к табаку, иначе бы вешался, наверное, тут. Вот.
проветривайте, все-таки проветривайте. Просто берите, регулярно там, ну, оделись потеплее, открыли окна, вот, проветрили все полностью. Даже если у вас выходят окна там на пыльную стройку, на грязную помойку, да хрен с ним, это будет лучше, чем сидеть в спертом от скученности в воздухе и дышать, значит, тем, что напердели снизу. Понятно, да? Вот. Это, значит, как минимум физиологическое. Дальше. Лук зеленый, лук репчатый, чеснок в разных видах. Ента надо употреблять. Лучше пусть от вас воняет чесноком и луковым перегаром, чем, значит, чем-то еще. Вот. Потому что все равно народ у нас болеет. Ставят диагноз там не вот этот вот коронавирус, но просто хотя бы грипп. Тоже очень неприятно. Поэтому, да, плюс то, что вы сидите вот так вот скучно в квартире, повышает шансы заболеть на самом деле. Вот. Повышает шансы. Дальше. У меня, например, есть вот такая вот штука. Значит, ну, лук я ем, я беру просто-напросто грибы маринованные, там вешенка с луком. Там лук репчатый, слегка подмаринованный. Есть у меня вот такая вот вещь. На бутылку не смотрите. Вот. Смотрите на то, что внутри. Но цвет красиво, да, народу понравится. Но пить рюмками не получится однозначно. Здесь вот, соответственно, значит, пришпандорен шприц на 2 кубика. Вот. Я делаю просто. Набираю. Ну, сейчас покажу еще раз при вас, чтобы было понятно. Это перцовая спиртовая настойка. Сегодня я ехать уже никуда не планирую, поэтому могу. Настойка 70-градусная, как это все хозяйство делается, подробно рассказано у меня на сайте. Ну, хотя бы вот 1,5 кубика взял, слюны накопил. Пустенько. Все это дело проглотил. А то некоторые тут меня говорят, что ой, я им порекомендовал, они эту штуку сделали, попробовали. Вот. А теперь начинают подозревать меня в том, что я их хотел убить садистским способом. Вот. Нет, ребят, это нормально, это съедобно, просто с непривычки, да, становится весело. Считайте капсаицин в кровь достаточно быстро. Выжигает любую заразу фактически. Вот. Да. То есть, и опять же, без фанатизма, но, блин, раз хотя бы 9-12 в день можно, если вы не планируете садиться за руль, потому что все-таки спирт. Вот. Штука хорошая, очень работает, просто при всяких там ОРЗ, грипперах, да, и прочем. Так. Марианна. Да, золотая серединка. Сразу хочу сказать, блин, это одна из подписчиц. Вот. Дама чувствительная. Сразу говорю, нет, я вас не игнорирую, я к вам отношусь, но точно так же, как и ко всем остальным. Вот. Если увидел вопрос, прочитал, ответил. Не увидел, не прочитал, не ответил. Нет, Каянский не на коньяке, на спирту 70-градусном. На коньяке я пробовал. Знаете, ребят, не впечатляет. Совсем. Можно, конечно, на коньяке делать, но там тогда его придется пить все-таки рюмками. Вот. И за остротой перца букет теряется. То есть, как это? Импотент с плоскостопием. Ни туда, ни в Красную Армию, да? Вот. Так, перец сухует хорошо, но на спиртон работает по-другому. Он сразу в кровь уходит. Так. Да. Так, дальше. Голодать? Можно голодать. Значит, это очень хорошо, в принципе. Но опять же,
Когда вы голодаете чуть-чуть, вы и ослабляете организм. Только после 10-го дня голодовки организм начинает у вас жрать то, что раньше он откладывал. Понятно, да? То есть в нынешних условиях голодать меньше 10 суток смысла нет. Только если у вас где-то что-то запершило, там засопливили, тогда да. Суток трое поголодать при нормальном иммунитете помогает. А при слабом не. Там приходится дольше. Да. Так, по бане строго индивидуально. Строго индивидуально. Да. Так. Дустом посыпать. Зачем им посыпать дустом, блин? Тут он рассказывает. Сегодня мне рассказывают, вчера вечером, блин, летали вертолеты, что-то распыляли. Я говорю, ребят, я живу на самой высокой точке города. Весь вечер окна были открыты настежь. Ну, тепло на улице было. Значит, да и я парень горячий. Я ничего не слышал, никаких вертолетов. Кто где летал, кто что распылял. Днем, да, вертолет один я видел, пока по парку гулял. Вот, над прудом он пролетал. Да. Так. Делается из ДРЛ лампы без колбы. Запускаю ее последовательно, включенной лампой. Так. Вот не надо мне вот этот Зюит-Двест, Нордост на пальцах покажи. Нарисуй схему, банально, на буняшке. Значит, опиши так, чтобы последнему дураку было понятно. Что надо взять, к чему там прикрутить, припаять, там, на какую платформу все это пришпандорить и так далее. Все это хозяйство, значит, через ВКонтакт, например, отправьте в группу, там, администратору или через сайт. Спешитесь через форму обратной связи с администратором, отправьте ему все это дело по мылу, все это дело опубликуем. Вот. Если полезный совет, что его, соответственно, держать. Надо людям помогать, да. Кстати, еще один совет. Так как мы сейчас находимся, ну, я-то ладно, в привычных условиях, я как говорил, да, значит, для меня фактически ничего не поменялось, а для людей поменялось. Поэтому, ребятки, смотрите комедии, не смотрите телек, блин, включил, как глянул, а там, да, там хочется уже, я не знаю, утопиться, повеситься, принять цианистого калия, только чтобы, ну потому что все, мы все умрем. Вот главная мысль по телевизору, которая сейчас транслируется, как я понял, это вот, мы все умрем, блин, все плохо. Хрена подобного, все хорошо на самом деле. Поэтому отвлекайтесь. Смотрите кинокомедии, только не смотрите вот эту нынешнюю современную дрянь, вот это вот дерьмо, блин. Не смотрите фильмы, которые, значит, начинаются там с постперестроечных времен. Ни хрена себе. Зверье бегает. Офигеть. Таракан называется. Блин, я лет 20 уже такого не видел. А вы говорите, да, тут и тараканов уже распыляют по ходу пьесы. Да. Так. Смотрите кинокомедии. Значит, берите английские комедии. Самые, кстати говоря, прикольные – это английские комедии. Вот. Это комедии, как сказать, комедии положений. Не основанные на дури, как, например, да блин, этот безумный мир, например, американская комедия, там как будто все идиоты, там и т.д. и т.п. Куча идиотов бегает, попадает в ситуации дурацкие, соответственно, идиотские, и вроде как над этим надо смеяться, но не смешно, не интересно. А вот английские комедии, особенно старые, вот, они на самом деле достаточно такие интересные, веселые. Вот, их смотрите. Старые американские комедии, значит, берите, смотрите. Если что, у меня ВКонтакте в разделе видео там что-то насобирал немножко, значит, чисто для себя. Вот. Закройте вытяжку капроновым чулком.
Так, теперь осталось найти ту, с кого можно капроновый чулок снять. Да. Все, молчу. Не дай бог, жена сейчас смотрит стрим, блин. Ох, и интересно будет. Так. Да. В общем, развлекайтесь как умеете. Читайте. Опять же, что-нибудь интересное, приключенческое, веселое. Джек Лондон, Майн Рид, там, я не знаю, да хоть Дюма того же самого. Ну, классику, опять же, никто не отменял. Значит, очень интересные фильмы по рассказам Чехова. Рассказы Чехова – это вам даже не Зощенко. Зощенко – это детский сад, а Чехов – это, блин, во вещь. Честное слово. Особенно там дачные рассказы. Прелесть. Никогда не знаешь, чем заканчивается. Вот. Изумительно. И очень актуально, да. Читайте вслух друг другу. Смотрите комедии. Не смотрите дурацкие шоу. Вот. Да, там Афония и так далее и тому подобное. Советские комедии, да. Значит, очень интересно. Вот. Так, что у нас дальше? Так. Рушится экономика, ну да, вот батька Лукашенко сделал одну очень интересную вещь. Он сказал, ну, я говорю, что, дурак, что ли, блин, экономику свою ломать, рушить, блин. Я, говорит, не буду останавливать предприятия. И что характерно, почему-то у него нету эпидемии, блин, этого самого вируса, да. Россия, правда, говорит, закрыла границу с Белоруссией. Понравилось, как Лукашенко сказал. Но я, говорит, вызвал своего руководителя КГБ, да, сказал, Россия границу закрыла с нами. Как это, говорит, им удалось сделать? Это правильно, проверь. Тот, говорит, отправил несколько групп. Те, говорит, посмотрели. Да, трассы перекрыты со стороны России. Люди, не доезжая, значит, вот этих вот постов, просто их объезжают. Ну, все правильно. Там же нет физической границы, то есть забор там из колючей проволоки, вот это вот там полоса следовая, т.д. т.п. Этого всего нету. Вот вам одна деревня, вот другая деревня, значит, вот между ними грунтовка там через поле, значит, вот это поле белорусское, вот это поле наше, и там картошку выращивают. Вот дорога, которая идет через это все хозяйство вдоль лесопосадки. То есть сейчас Яндекс карты открыл, и все дороги как на ладони, блин. В разведку даже ходить не надо специально. Вот. Люди как ездили, так и ездят. Просто путь стал чуть длиннее и не совсем местами по асфальту. Собственно, все. Вот. Не вводят ЧС, потому что нет оснований для введения чрезвычайной ситуации. Понимаете? Нету оснований для введения чрезвычайной ситуации. Вот в чем дело. Опять же, при введении чрезвычайной ситуации необходимо компенсировать бизнесу все затраты. Опять же, бизнес может начать, как сказать, ссылаться на форс-мажор. А сейчас бизнесмены даже на форс-мажор ссылаться не могут. Карантина нет, ЧС нет. Все. Ты нарушил контракт, ты там просрал контракт тем или иным образом. Никого не волнует. Это не форс-мажор абсолютно. В принципе. Что характерно, понимаете? Вот. То есть, и еще раз говорю, ответственность сейчас получается, никто за это не несет, в принципе. Вот. Так. Надо объявить войну Беларуси, тут же сдаться, батька поможет. Ну, да, как вариант. Значит, можно, конечно, как всегда, варягов пригласить, да, а можно от своих идиотов избавиться, собственно. Да, кто ж мешает. У нас ввели карантин, чтобы от неугодной оппозиции избавиться. Ну, здесь политические игры. Вот. Так. Так. Да, на солнышке настроение, все правильно. Вот, все правильно.
Что характерно, значит, у нас, например, можно выходить из дома там за продуктами первой необходимости в магазин, и можно выйти в салон связи. Но у меня, например, чтобы дойти до салона связи, надо проехать, сейчас скажу, 20 минут на трамвае, например. До трамвая еще надо дойти, да. Это чтобы добраться до ближайшего салона, к примеру, связи Мегафона. Вот. У меня, если что, номер как у Мегафона. То есть по пути, то есть я могу смело всем показывать, я иду в салон связи, у меня мегафоновский номер, да? А по пути, соответственно, зайти туда, сюда, туда и т.д. и т.п. Вот. Правда, не факт, что сам салон связи еще работает. Да, то есть ограничение очень странное. В магазин можно строго за определенным списком продуктов, за сигаретами, например, нельзя. Кстати, тоже интересный момент. Взяли, несмотря вот на всю статистику, которая говорит о том, что курящие болеют значительно меньше, чем некурящие. Те, кто бросил, значит, курить, те практически вообще не болеют этой заразой. Вот. У нас остановили фабрики, табачные фабрики. Вопрос, а нахрена? Табачные бунты готовят или что? При этом, значит, производство, производящие водку, как работали, так и работают. То есть бухать можно, курить нельзя. Но это дурдом. Дурдом. Значит, так. Перец сушеный, сырой, не принципиально, абсолютно. Так, как нормализовать солевой состав крови? Медленно, долго при помощи продуктов питания, правильно подобранного рациона. Раз. Либо быстро. Есть на сайте ferran.rf такой препарат, называется плазмин. Вот. Хорошая штука. Именно для нормализации солевого состава крови. Да. И так далее. Да, всем, значит, добрый вечер. Я тут от конца к началу, значит, читаю сообщения. Вот, да. Всем, значит, салям алейкум, всем шаббат шалом. Вот. И не важно, что сегодня не шаббат. Абсолютно. Так. Как-то так. Тренировка перед большой бактериологической войной. Нет, ребятки, ни хрена. Понимаете, в качестве тренировки необходимо восстанавливать систему здравоохранения. Как вот это вот ерундень с вирусом, значит, очень хорошо показала. Система здравоохранения на сегодняшний день у нас оптимизирована так, что, собственно, фактически отсутствует. Понимаете? Все. Все. Люди на сегодняшний день работают, что называется, на энтузиазме. Да. Вот. Знакомые медики работают без выходных, без проходных и так далее. Во-первых, их поднасокращали нехило так, вместе с больницами, да? При том, что у нас еще и население сократилось. То есть нагрузка на медиков выросла, количество человек на одного врача выросло. Оптимизация? Оптимизация. Койко-мест сократилось. Оптимизация? Оптимизация. Скорую сейчас не дождешься. Оптимизировали? Оптимизировали. В 90-е было не дождешься, потому что, бензина тупо не было. Чуть ли не пешком бегали. Сейчас проблема, сейчас вообще вопросов нет с этим. У нас, например, скорые в час пик, когда пробки по городу, они едут, например, по встречке. Вот у нас там 4 полосы туда, 4 полосы навстречу. Все это дело разделено широким газоном. Не вопрос, скорая будет ехать по встречке с сиреной, с мигалкой. Все, ее все пропускают. Ну, просто потому, что встречка, она свободная. Туда все едут с работы, обратно, значит, направление достаточно свободное, пустое. Сейчас никто на скорой за это не обижается, там, как бы вопросов нет. Все понимают, да, человеческая жизнь, штука такая ценная, все нормально. Вот. Скорых мало. Вот в чем дело.
Я очень хорошо помню, как все это дело оптимизировали. У меня знакомый работал на станции скорой помощи водителем. И как все это хозяйство оптимизировали, тоже хорошо помню. Как у них сокращали автопарк, сокращали, соответственно, значит, медиков, врачей. И сейчас осталось, блин, хрен да маленько на каждой станции. Ну, и оптимизировали. Куда дальше оптимизировать? Понимаете, вот эта тренировка, она должна сейчас показать, что надо сейчас наращивать. А как нарастить сейчас количество медиков? А никак. Невозможно взять и ускорить обучение в медвузах. Преподавание в медвузах тоже оптимизировали. Оттуда тоже выходят такие-то, вот, деревянные, блин. Которые, блин, как практически все нынешнее поколение, блин, у каждого свое мнение. Вообще слов нет. Вот. Эффект Даннинга-Крюгера, да. Классический. Вот. Поэтому еще раз, я когда еще писал? Несколько лет назад я писал, что у нас медицина закончится через 6 лет. То есть, по большому счету, осталось, когда медицина закончилась полностью, ну, осталось года 3. Ее совсем не останется. Фактически. Старые кадры уйдут. Вот. Еще раз. Медиков, знакомых у меня достаточно. На самом деле. Поэтому кто-то, например, там, блин, хочу, говорит, на пенсию. Но мне надо стаж доработать, блин, потом нафиг, все, устал, уйду. Понимаете? Доработает стаж, уйдет. Кто вместо нее останется? У нее хоть старая подготовка. И то, 2 медсестры закончили, блин, единственное, одна на год раньше, другая на год позже, одно и то же медучилище. Блин, абсолютно по-разному относятся ко всему. Ну, да, люди живые, люди. Все нормально. Да. Я не говорю, что медики сейчас злые, не злые. Нет. Их квалификации не хватает. Да. Просто хотят уничтожить слабых, больных, старых особей. В том числе, да. В том числе, да. Сокращение населения, значит, для того, чтобы снизить социальную нагрузку, вот, выплаты в смысле, уменьшить, да, и так далее. Проснусь, ничего не знаю. Так. Понимаете, еще раз, нет. У нас, вы что думаете, без нас рабов нету? Зачем? Еще раз, объясните мне, зачем на сегодняшний день живые рабы? На сегодняшний день полно технологий, которые, непрерывных, закрывающих технологий. Технологии, которые закрывают целые отрасли. Понимаете? На сегодняшний день есть 3D принтеры, которые печатают из различных материалов. Из различных пластиков. Например. Раз. 3D принтеры, которые печатают из металла. В том числе нержавейки. 2. И такое уже есть. Вот. Значит, 3D принтеры, которые печатают здания. Эти технологии уже есть. Если, блин, для обеспечения стройки необходима толпа народу сейчас, то здесь, по большому счету, ни хрена не надо. На сегодняшний день требуются водители для того, чтобы подвозить стройматериалы. Разгрузка фактически автоматизирована. Ссыпай все это дело в бункер, да и хрен с ним, да? Вот. А завтра, например, при том, что этот самый транспорт будет, хрен с ним, медленный, но он будет полностью автоматизированный, на автопилоте полностью, вот, ездить по выделенной полосе. На стройке вообще практически никто не нужен будет, кроме программистов, да, и архитектора. Все это дело автоматизировать, и там кроме программистов никто не нужен будет.
Какие к чертовой матери рабы? Здоровые, крепкие, блин. Ребят, у нас не пещерный век. В каменоломни, блин, с киркой никого отправлять сейчас не надо. Туда можно отправить технику автоматизированную. Ребят, на шахтах уже работают полностью автоматы. Например, но не у нас. Вот. На горнопроходческих направлениях работают полностью автоматы. Понимаете? Все, вот этот вот горнопроходческий щит полностью автоматизированный, да? Он, соответственно, вот эту вот породу, которую там набуривает, автоматически ссыпает на автоматически подъезжающие платформы грузовые, и те ездят по заданному маршруту. Все это дело там высыпают в заданное место. Это есть, это уже несколько лет как есть все это хозяйство. Ребятки, вы отстали от жизни. Так. Понимаете? Именно поэтому в первую очередь сокращают, так сказать, все-таки белое население в той же самой Европе, например, замещая арабами. Но арабы это так, это побочный эффект. Арабов там у них в пустынях сокращают очень даже нехило. Очень даже. Ну, Иракская война, блин, Афганистан, Сирия, это все там идет, Йемен, блин, с применением ядерного оружия идет все это хозяйство. В полный рост. Сколько там все это дело длится? Вы думаете, они успевают размножаться? Да с хрена ли. Сколько там тоже болезней, эпидемий, медицина там отсутствует напрочь. Аллах дал, Аллах взял. Понимаете? Вот. Африку, блин, в Африке, говорят, там столько размножается. Да ладно, там, блин, всякая дрянь за дрянью, блин. Вон. Тоже эпидемия за эпидемией выкашивает все это хозяйство. Не дай боже, где-то кто-то действительно начинает размножаться. Сразу там какая-нибудь хрень возникает, и все, приезжают эти, да, врачи из Америки и начинают всех лечить до последнего пациента. Вот. В Китае тоже миллиарды населения нет. Вот. Индия, блин, ну, Индия сидит тихо, скромно. По большому счету их грохнуть, ну, несложно. У них высокая скученность, жаркий, влажный климат. Вот. Кстати говоря, что-то по Индии информации очень мало с этим самым гриппером вирусом. Вот. Наверное, действительно много нима едят. Он у них растет, как у нас тополя. Вот. Много специй едят. Тоже, кстати говоря, направление, да? Так, можно заказать на Ферран РФ в другие страны. Значит, заказать в другие страны можно с одним условием. Значит, если доставка не будет по воздуху, потому что жидкости сейчас по воздуху отправлять нельзя. Вот. Такая штука. То есть, если в Европу что-то как-то еще отправляют, все это хозяйство по Европе, значит, там даже арабам отправляли, вот, там есть возможность каким-то сухопутным транспортом отправить, то в Штаты, например, там просто без вариантов туда отправить нельзя. В Штаты, в Канаду уже пробовали, не получается. Так, жидкость, однако. Возможно ли восстановить слух в одном ухе после травмы, например, цитаминами или каплями? Травма уже не свежая, в другом ухе слух нормальный. Непонятно, какая травма. Если там разрыв перепонки, что там с внутренним ухом случилось? То есть здесь надо смотреть уже. Если там действительно проблемы с перепонкой, там именно механически нарушена целостность вот этих вот, как сказать, органов, которые отвечают непосредственно за слух, то вряд ли. Вот в чем дело. Но это опять же, только если подробнее расскажете, вот, и там дальше будем посмотреть уже, что можно сделать. Так. Так.
Да, идет подготовка к гражданской войне, плюс зачистка территории ведут войска доброго дяди Сэма. Ну, вести войска доброго дяди Сэма, опять же, никто, собственно, не даст. У нас все-таки свою армию еще никто не отменил. Средства доставки, значит, ядерного оружия, опять же, никто еще не отменил. И всегда есть достаточно большой риск, что какой-нибудь лейтенантик, сидящий с ключом на кнопке старта баллистической ракеты, может, значит, среагировать и нажать. Вот в чем дело. Значит, так что здесь моментик такой. Никто рисковать особо не будет. Никто рисковать не будет. Зачем вводить какие-то войска, если, что называется, зачем, как, да, Березовский еще говорил, зачем мне захватывать весь завод? Мне достаточно купить директора завода. И все, и завод мой. Зачем тратиться на бригаду бандюков, если можно перекупить директора завода? Да. Ту крепость, какую не может взять армия, берет ослик, нагруженный золотом. Старая мудрость. Почему до сих пор эксплуатируют рабов, если есть новейшие технологии? Ну, во-первых, новейшие технологии есть не у всех. А во-вторых, в некоторых случаях рабы дешевле. Вот. И опять же, пока есть инфраструктура, позволяющая этих самых рабов содержать. К примеру. Понятно, да? Да. А так, технологий уже, собственно, разных полно. Ну, машут, наверное, не сахой, машут, наверное, косой. Вот. Сахой помахать, блин, сложно будет. Эксплуатация человека как финансовая кабала. Еще раз, ребятки, это опять же уже в прошлом. Это в прошлом. На сегодняшний день вас уже просто взяли, выжили досуха. Давайте так. Вот смотрите. Значит, возьмем на примере, да, вот, допустим, моя жена с ее, скажем так, зарплатой. Сколько она без работы, без зарплаты просидит? Она протянет от силы месяц. Потом деньги кончатся у нее совсем. Все. Все, какие там запасы были, они кончатся. Максимум она протянет 2 месяца. После этого у нее денег не останется от слова вообще совсем ни на что. В принципе. Значит, если вот так вот брать. То есть, и это получится, что выжили, да, ее карман полностью, досуха. Очень может быть, что сейчас именно этим занимаются. Выжиманием карманов у населения. Значит, да. В Британию тоже нельзя, пришлось окольными путями через Украину. Да, есть такая штука. Так. Угу. Добрый вечер. Вторую неделю заколебало кит, ухо закладывает почти все время, чешется. Вот берете луковицу репчатого лука, вырезаете из нее кубик, обматываете в тонкий слой ватки или в один слой марлечки, там бинтика, например. Все это дело обжимаете, чтобы у вас выдавился сок, и придать нужный размер и форму. После чего плотно вставляете в ухо. Плотно, поглубже туда. Как только, значит, сок впитается, у вас эта ерундистика мгновенно выпадет. Снова берете, делаете, засовываете. Очень хорошо помогает. Например, да. Так, лавандовое масло не надо. Да. Кому за это отвечать? Никто за это отвечать не будет. В том-то все и дело, да.
Вот такие вот дела. Поэтому еще раз, ребятки, надейтесь только на себя. На сегодняшний день, как в 90-е, надейтесь только на себя. Все, без вариантов. Поэтому я и говорю, ищите варианты на сегодняшний день. Пока, значит, петух в задницу жареный не клюнул, просчитывайте способы дополнительного заработка, который может легко и непринужденно стать основным. Опыт 90-х у нас уже есть. Но, еще раз, в 90-е было дохрена инфраструктуры. В 90-е там образовывались какие-то фирмы. Сейчас ничего образовываться не будет. Никаким, значит, там новым русским фирмачам вы не пойдете. Новых русских не будет практически. Они очень, может быть, возникнут, конечно, но они очень быстро точно так же кончатся. Потому что если в 90-е было перераспределение денег из карманов обычных граждан в карманы отдельных граждан, то на сегодняшний день происходит перераспределение денег из карманов отдельных граждан, которые держат какой-то бизнес, средний, малый, там, микробизнес, в карманы олигархов. Понятно, да? Все элементарно. Сейчас могут легко, непринужденно. Еще раз, сейчас может получиться так, что просто-напросто идет наложение нескольких, как сказать, проектов. Просто наложение нескольких проектов один на другой. То есть один-то другому не мешает. Когда и, что называется, баба с возу, и кобыле легче, и овцы целые, и волки сыты, понимаете? Вот здесь вот может произойти все то же самое сейчас. Вот. Просто-напросто. У нас уже практически не осталось в городе частных магазинов продуктовых. Все занято Магнитом и Пятерочкой. У нас были крупные сети торговые на базе, например, тех, которые остались еще Советского Союза. Вот. Их тоже уже нет, их добивают. Магнит, Пятерочка, крупные вот эти вот сети, они добивают. Понимаете? Сейчас что произойдет? Вот у нас, допустим, пришла сеть Леруа Мерлен. Небольшие хозяйственные магазинчики уже начинают накрываться, потому что конкурировать с этой самой Леруа они не могут. Все. Сейчас они чего? Закрыты, эти магазинчики хозяйственные. Да? Вот. Леруа тоже закрыта. Но Леруа спокойно здесь выживет месяц-два в таких условиях. А потом снова, значит, там бабки придут, магазин откроют, персонал наберут, все будет снова работать. Вот. А мелкий бизнес, который там торговал ручками, замками, гвоздями и так далее, он накроется медным тазом, потому что они сидят в торговых центрах, они должны платить аренду за эти торговые площади. Вот. А хозяева торговых центров, они должны собирать эти деньги, потому что им надо отдавать кредит, на который они этот торговый центр построили. Их банки тоже трясут. Поэтому они вынуждены собирать вот это вот хозяйство. И их не волнует, понимаете? Там идет сейчас по принципу: ты сдохни сегодня, я завтра, может быть. Или я сдохну завтра, а ты сдохни сегодня. Понимаете? Очень все просто. Сейчас надо смотреть, как, например, даже не на 90-е годы, а на большую американскую депрессию. Вот. Вот такая вот штука, например. Кстати, там тоже была фактически дичайшая революция. Надо понимать, что в Штатах, по-моему, до 20-х, если не до 30-х годов, не было такого понятия. Сегодня в Штатах такая фигня происходит. Малый бизнес тоже накрывается потихонечку.
Вот. Человек лежит с температурой 39,5 второй день. Значит, температура низкая, надо ее поднять. Про вареный чеснок я уже рассказывал. Смотрите мои предыдущие видео. Вот. Связь рваная, слова пропадают. Так, у всех? Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Давайте я попробую себя что-нибудь позакрывать. Может, будет меньше жрать. Тогда будет полегче. Так, ага, нормально? Ну ладно. Уже хорошо, уже стало легче в таком случае. Так. Да. Ну, сейчас поглядим, глючит, не глючит снова. Так. Когда-то была такая фигня, значит, юмореска типа государство и гражданин. Это было в перестроечные времена. Высмеивали воровство с производства. Типа человек в мешке тащит, государство его спрашивает, куда понес, что понес и так далее. Вот. И на сегодняшний день, понимаете, тогда это было смешно, и что-то как-то даже смеялись над государством. А сегодня, на сегодняшний день, получается ситуация какая? Очень интересная, да? Значит, тогда государство хотя бы давало жить. На сегодняшний день даже воровать уже простому человеку нечего. С предприятия. Потому что предприятиев нет. Вот. Уже потому что предприятиев нет. Такая вот... Как-то так будем выживать. Будем смотреть. Поэтому, ребятки, еще раз думайте своей головой, читайте, изучайте, готовьтесь сами. Сегодня интернет есть, и вы считаете, что это такая же данность, как свет, электричество в розетке. Завтра может выясниться, что хренушки, блин. Это уже нифига не данность. Вот. Интернет отрубят, и будет очень всем интересно и весело. По какой причине отрубили? Ну, вам точно так же объяснят, блин. Что, понимаете ли, иностранные агенты там, вот эти вот всякие, они, понимаете ли, панику создают через соцсети. Вот. И для борьбы с ними надо отключить. Вам же сейчас сказали, что для борьбы с вирусом, да, оказывается, надо не санитарно-эпидемиологические меры предпринимать, а оказывается, надо вас всех по домам рассадить. Я понимаю, когда, если бы всем рассказывали, что, господа, не собирайтесь в замкнутых помещениях, значит, старайтесь не ходить вот в такие-то часы пик там по магазинам, старайтесь, значит, не собираться в одном месте, старайтесь там, я не знаю, не кашлять, не чихать друг на друга, избегайте тех, кто, значит, чихает, там, плюется при разговоре и так далее. Будьте больше на свежем воздухе и солнце, потому что это обеззараживает. Значит, там, ешьте лук, чеснок, и вам бы объясняли, что, зачем, почему и так далее. Значит, там. Вот вам кварцевые лампы, значит, кварцуйте там помещение и так далее и тому подобное. Но этого же не происходит. В принципе, это же не происходит, такого нет. Вам говорят, сидеть на месте и все. Магазин можно. А что, в магазине перезаражения нет? Есть. А зачем тогда дома сидеть? То есть, вот, опять же, с собаками гулять можно? Да? Не дальше 100 метров от дома. Ну что, блин, тебе с рулеткой ходить, что ли?
Я представляю, как вся территория будет засрана этими собаками. Она и так сейчас по весне, блин. Все заминировано, значит. А с детьми гулять нельзя. Очень интересно. Понимаете? С детьми дома сидеть. Парк пустой. То есть, а почему нельзя на машине, на личном автомобиле выехать в парк и гулять там с детьми на свежем воздухе и солнце? Почему нигде не говорят, господа, езжайте за город, у кого есть дача, езжайте на дачу, на свежий воздух и солнце. У кого есть домик в деревне, езжайте туда, не сидите в городе, пользуйтесь моментом. Этого нет, всех наоборот посадили ровно на жопу сидеть, блин, не дергаться. Еще и штрафами, блин, понимаете ли, тут грозят. Где логика? Вот есть такой анекдот замечательный. Значит, Вовочка сидит в коридоре, идет директор школы. Вовочка, почему ты не на уроке? Меня, говорит, выгнали. За что? Я, говорит, воздух испортил. И? Ну, такие, вот и я тут сижу, блин, и думаю, а где, при чем здесь логика? Понимаете? Не поняли? Он испортил воздух, и его выгнали на свежий воздух, в коридор, а все остальные сейчас сидят там и нюхают. И здесь то же самое сейчас, блин, а где логика-то? Вот с этим вот всем. Далеко не принужденно, уже сказали, ведь и никто не возмущается этим. Почему? Потому что человек напуган. Человек сейчас, люди сейчас напуганы. Вот. Так, аптечные настойки женьшень или утерокок, эхинцея, ливзея полезны или пустышки? Женьшень, например, он помогает, да, если взять корень попрямее, привязать покрепче, ну да, тогда помогает при импотенции. Значит, так, эхинцея помогает, или утерокок повышает давление, если что. Вот. Опять же, столько, значит, спирта вы там выпьете, что проще на этом спирту настаивать перец и чеснок. Значительно полезнее будет. Вот в чем дело. И в том-то и дело, что политики орут, а медиков нету. Я не видел ни выступления главного санитарного врача. Я хоть, блин, познакомился с ним, что называется, визуально, да. Вот, там, хоть бы это Скворцова, блин, выступила несчастная, блин, как министр здравоохранения. Ну, там все сидят, заткнувший язык в задницу, блин. Ёкарный бабай. Мишустин всем рассказывает, как надо себя вести. При гриппе. А остальные что, в Италии уже все? Самолеты туда слетали с нашими военными вирусологами. Уже проверили, что конкретные места в Италии, значит, они нормальные. Там все обеззаразили, и народ у нас туда уже свалил? В Италию? Так что ли? Ну, блин, бред какой-то. Поэтому как-то так, как-то так. Да. К бунту я не призываю, потому что я знаю, что революции бывают двух типов, господа. Революция снизу, революция сверху. Революция снизу – это когда народ делает революцию. И классические примеры этого – это все французские революции буржуазные. В результате это море крови, реки крови. Вот. Ничего хорошего, в общем. Да. Оптимальный вариант это революция сверху. Революция сверху это два из последних примеров. Это у нас как раз таки, значит, либеральная революция, то бишь она же февральская революция 17 года. И, соответственно, вторая революция, уже социалистическая, октября 17 года. Вот. Это были революции сверху. И, в принципе, все было нормально. Там порядка 80% чиновников
осталось на своих постах, больше 80% офицеров армии осталось на своих местах. Вот. Все было бы нормально, если бы не развязали гражданскую войну. Опять же из-за границы, потому что капиталу не хотелось терять те предприятия, которые начали чего? Национализировать. Вот если сейчас, значит, представьте, как в этой было, в Венесуэле, да, там начали национализировать предприятия. Американские нефтяные предприятия. Что сразу случилось? Сразу началась всякая бяка нехорошая, да? В России в 17 году, в 18 году все было то же самое. Если, Нобели держали несколько заводов, и в том числе Нобели держали, а уже тогда нефть была кровью экономики, вот, а у Нобелей просто пришли и забрали, значит, их нефтяные вышки в том самом Баку, к примеру, да, на Каспии. Как вы думаете, Нобели будут на это спокойно смотреть? Нет. Они, естественно, дадут денежку кому-нибудь, значит, чтобы вот это правительство свергнуть к чертовой матери. Не тем способом, так иным. Найти какого-нибудь, значит, Колчака, который, будет, значит, найдет нужные слова для разных идиотов, и поведет их, понимаете ли, да, вот, на борьбу, видите ли, с большевиками, собственно, вот. Все. На сегодняшний день, если вы возьмете состав, например, Роснефти, да, кто у нас там? У нас там и английская, значит, нефтяная компания долю имеет, и американские компании долю имеют, и Shell там сидит, и BP там сидит, и так далее. И вот эти все доли этих контор взять и просто национализировать. Они, думаете, будут просто так смотреть на это хозяйство? Нет. Что начнется? Ну, те самые цветные революции мгновенно тут и начнутся, правильно? Правильно. Как это было, значит, попытка здесь была революция, как это было в Грузии, было в других республиках там и так далее. Это у всех перед глазами наглядно, значит, новейшая история, за последние годы все это видели. Вот. Соответственно, мгновенно, точно так же, как сейчас уже люди поделены, вот, уже все люди поделены, там, даже те, кто за трезвый образ жизни, даже они уже поделены что-то на несколько групп и дерутся там, срутся между собой. Вот. Как правильно не пить кефир, как правильно не есть, значит, этот алкогольный хлеб, как правильно не пьянствовать, бред. Вот. Понимаете, люди поделены. Что начнется? Та же самая война и начнется. Гражданская. Вот. Но это, скажем так, это все равно лучше, легче по последствиям, чем те самые французские буржуазные революции. Вот. В результате тех самых буржуазных революций было вырезано вообще все активное население во Франции. Причем настолько тщательно все это дело было вычищено, что когда случилась Вторая мировая, воевать стало уже некому. Понимаете? Все, вообще. Все, на что французов хватило, это стоять и плакать, глядя на то, как входит, значит, немецкий вермахт на улице Парижа. Все дела. Вот. А гражданская все-таки не настолько была разрушительна. Вот. И 1941 год это очень хорошо показал. Поэтому надежда на то, что все-таки, может быть, найдутся какие-то силы в России, да, которые, скажем так, не допустят уничтожения страны, не допустят уничтожения экономики окончательно и так далее. Вот. Потому что на сегодняшний день самые страшные последствия от мер введенных – это экономические последствия. Мы их ощутим не завтра, не через неделю, мы их ощутим примерно месяца через 3-4, вот. А скорее всего, как
вводится, да, цыплят по осени считают, скорее всего, вот осенью мы это в полной мере все и оценим. Вот, таким вот образом. Для хорошего дыхания нужно улыбаться. Да, да, блин, ну, самоизоляцию ввели, чтобы не вводить ЧС, и государство не брало на себя никаких издержек. Именно. Именно. Именно для этого. Вот. Чтобы никто не нес ответственности. У нас, ну так вот, к примеру, да, из последних экономических новостей. Как у нас было? Рыночек порешает, невидимая рука рынка там и так далее и тому подобное. Ладно, хорошо, окей. Доллар, значит, был низкий, нефть высокая, все было шоколадно. Производства развивались? Нет. Зачем? Было заявлено вслух о том, что нахрен нам свое производство, у нас есть конкурентное преимущество, наши природные ресурсы, которые мы будем продавать, а все, что нам надо, купим. Пришел 2014 год, ввели санкции, и выяснилось, что хер мы что купим, особенно если нам это не продадут. Началась какая-то возня с импортозамещением, в результате которой выяснилось, что даже электронку для армии, оказывается, не производили. Предприятия были, оказывается, эффективными, оказывается, у нас все это дело завозили из Китая, а у нас здесь просто-напросто наклеивали этикетку поверх, значит, наклейки Huawei. Не, ну, прелесть, да? Вот, мне тоже нравится, офигенно. Все, собственно, импортозамещение. Собственную электронику заместили, значит, печатью самоклеющихся этикеток, блин. Классная штука, да. Я представляю, сколько там прибылей хапнуло. Ну, как раз таки объявляли, что какого-то генерала там, министра обороны у нас арестовали за что-то там какие-то, сколько-то миллиардов украл. Вот это как раз оно самое и было. Угу. Да. Значит, дальше. Потом систему налогообложения по той же самой нефтянке нам несколько раз модернизировали таким образом, что в конечном итоге получилось. Если, значит, цена на нефть низкая, бензин не может дешеветь. Потому что производители начинают нести дополнительные убытки. Если цена на нефть повышается, бензин тоже повышается. Ну, потому что такая система налогообложения у нас была сделана. Вот. В результате чего на сегодняшний день получается хренотень такая, что нам собираются импортировать европейский бензин. Ребят, европейский и американский бензин. На американском рынке, значит, цена нефти, на некоторые сорта нефти, стала отрицательной. Не просто нулевой, а отрицательной в некоторых случаях. Ну, эта величина, конечно, такая, не абсолютно, но вы можете уже судить о том, что там и как. Значит, если на сегодняшний день брать стоимость в среднем бензина на американском рынке на заправках, на наши деньги это получается 40 рублей. При этом всем на отдельных заправках, ну, не самих заправках, на отдельных сетях, значит, стоимость бензина 21 рубль на наши деньги. Прелесть, прелесть. А теперь представьте, значит, нам попрет сюда, ну, невидимая рука рынка же, да, конкурентные преимущества, вот, нам сюда пойдет вот этот вот замечательный европейский бензин, про который, например, автопутешественники говорят, что почему-то в Европе машина жрет меньше, чем в России, а мощность мотора как бы возрастает строго по ощущениям. Естественно, если появится, скажем так, у нас французский, да, тут Эльф откроет в Ижевске заправку свою и начнет продавать бензин, значит, не по 46 с копейками, почти 47, как сейчас Лукойл продает, значит, не по 45 с копейками, как сейчас продают все остальные, а начнут там продавать, допустим, по 43 рубля или там по 40 рублей, что будет реально.
Вот. Европейского качества бензин. Куда я поеду? Естественно, на заправку Эльф, на заправку Shell, на заправку, кто там еще, BP, да? Значит, в свое время они у нас были представлены на рынке, вот, потом их вытеснили вроде как свои наши. Вот. Что произойдет? Тут недавно Башнефть загибалась, чуть не обанкротилась, блин. Вот. Их там вроде как спасли. Бензин делают нормальный. Значит, но при таком раскладе Башнефть сдохнет окончательно. Лукойлу ничего не будет. Лукойл это, блин, такой гигант, там долго ничего не будет. Но его могут зашарать. Вот. Понимаете, как будут конкурировать наши производители с дешевой импортной нефтью? Да никак. Их просто начнут вытеснять с рынка. Просто вот на эту заправку с европейским бензином и низкой ценой народ ездить будет, а вот на эту заправку, блин, с нашим бензином и высокой ценой ездить никто не будет. Вы думаете, так быть не может? И наши что-нибудь сделают? Сейчас. Хазар, как татары говорят. Объясняю. Что нам сказали нынче про сахар? У нас переизбыток сахара в производстве. Поэтому, значит, несколько сахарных заводов, которые так-то на минуточку одни из крупнейших в России, их надо закрыть. Ну, например, блин, в Заинске заводик сахарный, практически градообразующий. Закрыть? А народ куда? Там и так Самарская область, блин, рядом. Да ни хрена, блин, я же только что говорю, не введут ввозные пошлины. На сахар же не ввели ввозные пошлины. У нас с Белоруссии сахар везут дешевый? Везут. У нас с Кубы везут дешевый сахар? Везут. У нас, блин, с других южных стран везут сахар? Везут. Ну, а наши сказали, блин, они конкуренции не выдержали, их закрыть надо. В Самарской области и так бедный АвтоВАЗ, блин, оптимизировали так, что куча народа не знала, куда податься, блин, куда трудоустроиться. А этот самый Заинск как раз на границе, блин, с Самарской областью. Татаре, Самарская область. И что там, куда? Я тут недавно Заинск проезжал сначала туда, потом обратно, блин. Там дороги, извините, бомбили ее. Как после бомбежки. Но. И? Куда народу-то податься? Нормально? Оптимизировали? С бензином легко, непринужденно скажут, а что, у нас перепроизводство бензина, да, он импортный бензин есть. По цене дешевле. Нормально же? Нормально. Вот. Так что, ребята, все путем. Все хорошо. Это вы, как здравомыслящие люди, считаете, что надо ввести там заградительные ввозные пошлины. Да ни хрена, надо просто-напросто обратно модернизировать систему налогообложения, чтобы наш собственный бензин стал тупо дешевле. Значит, бензин станет дешевле, вот, экономика пойдет в рост, потому что народ станет мобильнее, перевозки станут дешевше, товары, соответственно, будут дешевше и так далее и тому подобное. Но, как показывает опыт практически 30-летний руководства нынешних либералов, все мы такие большие, а в сказки верим. Вот. Так, как лечится трахеид? Вот прям так я вам сейчас все это дело не скажу. Надо опять же подробнее, как это все хозяйство представлено и так далее. Вот, посмотреть анализы. И там, соответственно, будет понятно. Но для этого, опять же, эта консультация нужна. Так. Так, Ира Заборовская, ну да, вот вы пришли поздновато, я как раз об этом уже рассказывал, что да, свежий воздух, свежий воздух и вода наши лучшие друзья, да.
они, соответственно, значит, поднимают иммунитет. Вот. А сидение в заперти, оно лучше, здоровее никого еще не делало. Да, есть такая фигня. Под олигархов и их бизнес вводят, что им выгодно, в том числе налогообложение, ГСМ, добычу недр и так далее. Дело в том, что еще вопрос, под каких именно олигархов. Дело в том, что наши, вот эти вот олигархи, которые от слова олигофрен скорее, они же, как сказать, ко двору европейских и американских вот этих вот домов не приходятся ведь нифига. Понимаете? Ну и что, да, деньги есть, и чё? Вот. Это точно так же, как интеллигент в третьем поколении относится к, как сказать, к такому же потомственному бомжу, который жил на помойке, но который вдруг на этой самой помойке нашел, значит, слиток золота, поэтому теперь он тоже приоделся, прикупил себе мерседесик и тоже пытается с ними тусоваться, понимаете? Но, не, с ним особо тусоваться не будет никто. Почему? Потому что, скажем так, вот эту вот культуру ее не купишь. Вот в чем дело. Там дохрена вот этих вот всяких различий, нюансов и так далее. Вот. Поэтому это все хозяйство делается под Штаты, это делается под Европу и так далее. У нас уничтожалась собственная экономика как показатель того, что мы не будем воевать с Европой и ее захватывать. Вот. Но почему-то в Европе такая, значит, мысля была, они истерили, может быть, это была просто-напросто манипуляция, не вопрос. Суть в том, что наша экономика, собственно, в том числе оборонка, уничтожалась для того, чтобы продемонстрировать, что мы, да, с вами воевать не собираемся и не сможем с вами воевать. Например. ВТО нас не хотели принимать, значит, мы туда лезли, что называется, пищали, но лезли. В конечном итоге залезли. Для чего? Для того, чтобы грохнуть собственное сельское хозяйство. Для чего? Для того, чтобы открыть рынок вот этим всем западным товарам. Правда, радовались недолго, пришел 2014 год, вот, и на нас же, собственно, наложили санкции. В результате чего пришлось, да, закрывать рынки там тем, что поднять доллар. Но промышленные товары в результате этого у нас выросли в цене. Вот. Вот в чем дело. Понимаете? Но на сегодняшний день у нас с промышленностью такая ситуация, что мы, ничего практически сами не производим. Вот. Ну, да, у нас вот здесь вот есть завод Аксион, бывший военный завод. Военного он что-то там еще производит немножко. Но в том числе он прошел через конверсию и выпускает товары народного потребления. Выпускает замечательные электромясорубки. Прекрасные электромясорубки, изумительные электромясорубки. Это действительно, да, отлично. Но те же самые пылесосы, например, продавцами, потому что в фирменных отделах вчерашние тетеньки инженера этого самого завода. Я говорю, слушай, такая мясорубка классная, мне понравилась. Я говорю, да, я тебе еще и пылесос куплю. Пылесос лучше, говорит, не надо. Я говорю, что, там движки, говорит, дешевые китайские закуплены, горят. Я говорю, а по гарантии? По гарантии, может быть, тебе повезет, что он сгорит пораньше. А так, скорее всего, гарантия кончится, и он сгорит. Как водится. И они, говорит, ремонту не подлежат. Все. Проще будет новый пылесос купить, чем этот отремонтировать. Понимаете? Но электромоторы сами не производим. Хотя у нас по Ижевску у нас было собственное производство, на котором производили электромоторы. Очень широкий спектр электромоторов. Там до 380 вольт, от 9 вольт до 380. Соответственно, там разных оборотов, там разные мощности, там разного всего. Синхронные, асинхронные, там и так далее. Где это все? Нету.
на базе этого предприятия было что-то, которое ремонтировало электродвигатели, и на сегодняшний день они тоже накрыли. Почему? Ну, потому что китайские электродвигатели практически не ремонтируются. Потому что там дешевле, блин, купить новый. Все, вся фигня. Вот. На ваш взгляд, процентная вероятность перехвата власти в верхах имеется? Ну, шанс, конечно, есть всегда. Шанс, конечно, есть всегда. Но, значит, смотрите, тут штука какая. С передачей, попыткой передачи Курил японцам мгновенно высветились те военные, кто был против этой передачи, соответственно, был готов пойти против верховного главнокомандующего. А это было. На Дальнем Востоке это было. Значит, когда просто-напросто Дальневосточный военный округ, командующий отказался выводить к чертовой матери войска с островов, вот, и проявил прямое неповиновение. Власти притихли, но я так подозреваю, что потом все-таки произошли определенные кадровые перестановочки, и всех недовольных и неугодных просто-напросто либо на пенсию, либо еще куда-нибудь, либо еще как-нибудь. Вот. В конце концов, Рохлина зачищали тоже не просто так. Вот. А известный персонаж, он уже был во власти. Кстати говоря, да. И для той власти Рохлин был прямой угрозой. Он мог поднять армию и, соответственно, скинуть либеральное правительство. Что он, в общем-то, и предполагал сделать. Единственное, он копил силы, договаривался, значит, с другими частями и так далее. Не успел скоординировать. Что у нас на сегодняшний день, а хрен его знает. Вот. Как-то так. О плохом думать не хочется. Надеемся на лучшее. Так. А что с учетом голодных бунтов? В 90-е были голодные бунты? Неа. Ну, белоленточное выступление было? Было. Разогнали? Разогнали. Кто мешает повторить? Значит, про Платошкина, его новый социализм. Да слышал я этого Платошкина. Честно, не производит впечатления. Он не пытается ни с кем объединяться, не пытается ни с кем договариваться, не пытается ни с кем найти какую-то новую основу. Такое ощущение, что он просто отрабатывает какой-то свой сценарий. Все. При этом он разговаривает на уровне, я бы сказал, как это, на уровне старшеклассника. Или для старшеклассников, или на уровне старшеклассников. Не принципиально. А это немножко демонстрирует то, что у него в голове находится. Я не вижу там сложных мыслей. Хотя, конечно, кто такой я, да, кто такой Платошкин, блин, ну, вы спросили, я ответил. Понимаете, есть вполне вменяемые люди. Есть Хазин, например, да, есть Катасонов, например, есть Глазьев, например. И, скажем так, Глазьев с его конкретной экономической моделью, экономической программой, он как раз-таки к этому социализму значительно ближе, чем Платошкин. Потому что Платошкин пока просто что-то рассказывает такое вот общими фразами, а у Глазьева хотя бы конкретика по экономике. Что характерно.
Понимаете? Вот в чем дело. Вот. Делягин интересные вещи рассказывает. Ну, там тоже надо учитывать, что человек занимает определенную должность, поэтому вынужден немножко изображать из себя флюгер. Вот. Хотя Делягину не откажешь в тонком юморе, значит, и умении подпустить сарказма. Да. Но если говорят, есть выражение про тонкий английский юмор, то у Делягина есть тонкий такой английский сарказм. Вот. Это надо тоже понимать. Вот. А так, такое впечатление, что на сегодняшний день правое движение просто-напросто раздербанили. Там где-то Семин, который сначала вроде за марксизм что-то там выступал, потом выяснилось, что на самом деле он себя пиарил таким образом и начал выступать просто как рок-музыкант. Вот, а тут он на марксизме пиарился, и конкретных предложений никаких нет от слова совсем. Давайте изучать марксизм. Ну нахрена изучать марксизм? Но это все то же самое, что современную медицину надо изучать со времен... Ой, левое движение, да. Не правое, левое движение, да. Значит, что надо изучать медицину, допустим, со времен Авиценны. Ну давайте будем изучать труды Авиценны. Ёп, и ча? Бред, бред. Марксизм на сегодняшний день не актуален, он устарел, он сильно устарел. Марксизм был фактически переписан Лениным. Значит, причем полная теоретическая база марксизма, то, что было создано Марксом, да, она была фактически переписана под реальность уже Владимиром Ильичем. При этом всем Иосиф Виссарионович, например, он переписал, можно сказать, труды Ленина, да, уже на практике. То есть наработки практические сталинских времен, пожалуйста, есть. Их надо изучать. На базе этого хозяйства китайцы создали свою экономику, на базе сталинской экономики. Это надо изучать. Каким образом в современных условиях происходит контроль монополий. Как они умудряются, значит, делить промышленность, например, с частником. Вот. А у китайцев все очень просто. Крупное предприятие, да. Вместе с частником, да. Частник, чтобы был заинтересован в прибыли, да. Но чтобы не дергался, значит, 51% у государства. Все. 51% у государства. Это контрольный пакет. Соответственно, частник, пашет ради оставшихся 49% ради собственной прибыли. Интересная экономика. Интересная экономика. Социалистическая? Не совсем. Но людей устраивает? Устраивает. Пенсионное отчисление есть? Есть. Люди работой обеспечены? Да. Людям зарплата платится достойная? Да. Почему? Потому что государство контролирует. Еще раз, ребят, чтобы вы понимали, для тех, кто не слышал, я, значит, повторю. Когда в 2011 году, значит, мы были в Китае, причем в глубинке Китая. Еще раз, я специально интересовался, что, как, зачем. Ну, цены мы видели в магазине, например, да. Значит, там зарплатами и так далее, там уровень ипотеки. Ипотеку нам, говорит, сейчас подняли. В 2 раза. Грустные такие. Я говорю, и сколько стало? 2%. Годовых, да. А было 1%. Годовых, да. В год 1%. Ипотека. Я говорю, ну там за обслуживание счета? Нет. Ну там нет. Понимаете? Больше никаких поборов, сборов. Было 1%, стало 2%. Но они грустные. Да, в 2 раза подняли, значит, процент по ипотеке. Стоимость на 2011 год, например, народ получал, средняя зарплата была примерно 15-20 тысяч.
на наши деньги. Общественный транспорт стоил на наши деньги 6 рублей. У меня здесь в Ижевске общественный транспорт стоил 15 рублей. Там 6. Ну так, к примеру. Вот. Жратва там дешевая. Электроника, ну да, чуть дороже, чем у нас, другое налогообложение. Одежда, хорошая одежда, чуть-чуть дороже, чем у нас. Простая одежда дешевле, чем у нас, например. Бытовая техника, да, чуть дороже, чем у нас. Вот. Но, еще раз, бытовой техникой почти никто не пользуется, потому что жратва дешевая, и она продается именно в готовом виде. Сразу, везде. По пути идут, покупают, домой пришел, съел. Нафиг там плиту себе держать и за это хозяйство платить. Вот. Самые низкие, значит, зарплаты были у дорожных рабочих. То есть неквалифицированная рабочая сила приезжают из деревни, вот, зачастую без образования, поэтому отправляют куда? Строить дороги. Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхаешь. Тачку там таскать и так далее. Вот. У них зарплата была 15 тысяч на наши деньги. Еще раз, 11-й год. У нас была 15 тысяч, это нормальная зарплата. При этом всем эти дорожные рабочие содержались в так называемых общежитиях. Это не бараки, это общежития. Комнаты по 4-6 человек. С телевизором. В конце коридора, да, душ. По выходным горячую воду включают. Да. Значит, плюс сюда входит кормежка 3 раза в день. 3 раза в неделю мясо обязательно. И это действительно мясо. Не намек на мясо, блин, а действительно мясо. И это помимо зарплаты. То есть из зарплаты эти радости жизни не вычитаются. То есть они работают, получают 15 тысяч на наши деньги, плюс жилье, плюс еда, плюс доставка до работы и обратно. Нормально? По-моему, нормально. Дорожные рабочие. Значит, при этом всем, да, там, например, принята такая схема была. Нас возил в качестве, как сказать, его наняли как такси, чтобы он возил нас. Значит, при этом всем выяснилось, мужик на самом деле директор рекламной фирмы. Ну да, он подрабатывает таксистом на государственном предприятии, он туда нанялся, у него есть машина, он туда нанимается. Он возит нас, при этом непрерывно, значит, там орет по телефону, решает вопросы. Ему звонят, он звонит. Ему это мешает? Нет. Почему? Ну потому что, блин, нас отвезти утром туда, вечером оттуда, может быть в обед куда-то свозить. И все. А так он стоит, значит, возле завода управления и решает свои вопросы по телефону. Ему прибавка к зарплате, нехилая такая. Вот. Я говорю, блин, ну ты же это самое, ты же директор, у тебя же и так деньги есть. Но эти-то, говорит, тоже не помешают. При этом у него идет стаж, он же на госпредприятии работает. У него идет стаж, он себе, кроме всего прочего, еще, что называется, пенсию зарабатывает. Вот. И так далее. То есть никаких там этих самых, что там в Китае, блин, заработают за копейку, хрен там. Может когда-то было, но в 2011 году уже не было точно. В принципе. На заводе работали высококвалифицированные рабочие. В том числе, значит, немцы там налаживали им поставленное туда оборудование. Многокоординатные станки. Вот. Этих самых китайцев учили, как ими пользоваться. Все нормально. Можно перенимать модель экономики? Можно перенимать. Чем Костя Семин занимается? Херней занимается, да? Вот. Честно говоря. Вот. Еще и чем-то недоволен, когда ему об этом, собственно, говорят.
Так если бы Россиюшка слазила с нефтяной иглы, то, блин, на вот эти вот деньги Фонда национального благосостояния надо было строить предприятия промышленные. Понимаете? И, соответственно, народ, который сидит без работы, сгонять на новые стройки, так сказать, капитализма, а не разгонять их наоборот по домам, чтобы сидели, коронавирус высиживали. Вот в чем дело. Так, о Навальном я вообще ничего не думаю. Ребят, ну зачем? Господи, есть, как вам сказать, вот есть казино, да? Приходишь в казино, там вот тебе столы, разные варианты, да, там игровые. Здесь рулетка, здесь, значит, покер, здесь просто этот однорукий бандит. Вот. А там на сцене, понимаете ли, кто-то поет, танцует, что-то изображает. Ну, это про Навального. Вот. О, Виталий Кличко, привет, Сунадаре. Что это вас так далеко заслали-то туда? Да. Угу. Видать, все-таки однофамилец. Или, как говорится, нет, даже не однофамилец, да? Вот. Так что, ребятки, еще раз повторяю свою глубокую, глубочайшую, в кавычках мысль. Учитесь быть самодостаточными. Учитесь принимать решения в условиях, что называется, многих неизвестных. Значит, избавляйтесь от, как сказать, вот этого стереотипа, что надо найти работу, а если вы не нашли работу, поэтому загибаетесь с голоду. Чтобы не загнуться с голоду, надо устроиться на работу. Нет. Это вредный на сегодняшний день стереотип. Надо самому себе создавать занятие, которое будет вас кормить. Да я не знаю, хоть ложки вырезайте, Понимаете, и продавайте все это дело через Инстаграм. В конце концов. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Чем угодно занимайтесь, но не рассчитывайте на того дядю, который будет вам платить зарплату, потому что дядя вам зарплату платить не будет. Не будет, потому что у дяди денег. Он бы, может, и рад был бы вам зарплату платить, но у него денег нет. Еще раз, сейчас идет перераспределение денежных масс из ваших карманов и карманов вот того вот местного, значит, местной шишки, который ездит на кукурузере 200 или там Лексусе 570, уходят бабки туда, в карманы повыше. Вот в чем дело. Идет перераспределение. У него денег просто не будет на вот это все. Ну то, чтобы вам что-то платить. Сейчас пойдет внедрение закрывающих технологий, И будет, ага. Ну вот. Так, Валерий Пякин. Там как-то интересно у него 50 на 50, когда нормально рассказывает. Ну так, чисто по моему мнению. Когда, значит, глупость какую-то откровенную говорит. То есть, тоже непонятно. Вот. Вот. Все правильно. Сижу, работаю на дому, слушаю вас, пью чай с чабрецом. Что еще для счастья нужно? Все верно. Все правильно. Вот. Еще раз, лучше не Пякин. Поймите вы простую вещь. На сегодняшний день нет лучшего, Нет там лучший Хазин, или лучший там Катасонов, или лучший там, значит, Глазьев, или лучший там, я не знаю, Абрамович, Нет. Нету такого. Есть конкретная ситуация, есть конкретное предложение под конкретную ситуацию. Все. Вот тот, кто, скажем так, вытащит страну из задницы, вот тот будет лучший. Соответственно, тот, кто загонит страну в задницу, в полную и окончательную,
с тем, наверное, будет нехорошо. Вот. А может, будет хорошо. Черт его знает, блин. Вот в чем дело. Не это самое. Избавляйтесь от стереотипов. Такие стереотипы, блин, этот лучше там. Господи, блин, Памела Андерсон красивее, чем, блин, Сандра. Или Сабрина, блин. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, что называется, да, как раз таки в данном случае. Это мышление школьника, это мышление человека, который не видит картины в целом. Вот. Лучше был Задорнов, почему? Рассказывал весело. Лучше Задорнова Жванецкий, почему? Еще веселее рассказывает. Понимаете, с какой точки зрения смотреть? Смотрите на реальность, смотрите на серьезность, на конкретику. Бизнес делать для бедных, их много будет. Все правильно, поэтому производство должно быть готово перепрофилироваться под ремонт. Ремонт будет очень востребован. Ремонт чего угодно. Ремонт одежды, вот, обуви, например, будет востребован. Тут вон девчонки недалече, значит, одежду там шьют, вот. А у меня, понимаете ли, штаны хорошие такие, вроде крепкие, но что-то там, то ли с нитками был брак, то ли что, короче, шов пошел. Вот, к ним притаскиваю, попытался сам зашить, но, блин, там шов какой-то хитрый, блин, вот. К ним притаскиваю, короче, говорю, у меня руки из задницы, блин, что-то с этим не справляюсь нифига. Вот, зашить сможете? Сможем. Что будет стоить? 150 рублей, не вопрос. Новые штаны, потому что там стоят что-то 3,5, что ли, тысячи. Ну, хорошие такие штаны, качественные. Вот. На следующий день прихожу, беру, смотрю. В принципе, нет следа, что здесь что-то перешивали. Вообще нет следа. Изумительно, блин. Вот. Мы, говорит, много чего умеем. Я говорю, блин, перчатки ушить можете? Не, перчатки, говорит, ушить не можем. Я говорю, рубашки мужские шить умеете? Блин, тоже, говорит, не умею. Я говорю, учитесь. Я вам приду, рубашки закажу. Вот. И так далее. Вот эти вот вещи, да, они в том числе, значит, будут востребованы. Так, можно бояться коронавирус по приезду в Москву? Да не нужно его бояться. Не нужно бояться ничего. Вот. Опять же, звездочка вьетнамская вам поможет. Да. Маску в крайнем случае наденете. На маску капните там каплю чайного дерева. Вот. Или какое вам там эфирное масло больше нравится. И будет хорошо. Имбирь 3000 за килограмм. А хрен почем? Ну, хрен это тот же самый имбирь. По сути, по составу, по действующему веществу. Единственное, значит, имбирь, он все-таки там больше, там другие чуть-чуть ароматические масла, ну, в смысле, просто с другим запахом. Вот. И все. А так, одно и то же все. Ну, да, сложно с хреном пить чай, согласен. С хреном другое можно пить, да? Да. Так, УЗК, завались. Да блин, в УЗК-то нормально, бегать только в УЗК сложно, блин, да. Василишина, не знаю такого. Так, есть вьетнамская звезда в карандаше ингаляторе. Ну, граб награбленный, это, конечно, интересно. Просто, понимаете, вещь такая. Это, как сказать, лозунг, по большому счету, французских революций. А это все приводило мгновенно к крови и банальному перераспределению. То есть, грубо говоря, приду я с друзьями, да, вы вроде там дядьку-то тряхнули, а пришел я с друзьями, тряхнул вас, теперь я езжу на Лексусе.
а вы как были в заднице, так и остались в заднице, да? Это неправильно. Понимаете? То есть принцип подхода изначально неправильный. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Так. Хрен 40 шекелей кило. А сколько в рублях будет? Вьетнамская звезда в карандаше ингаляторе очень удобно. Ну, замечательно, да. Там тоже можно вот тут вот намазать возле крыльев носа. Замечательно получается. Да. Камфорный спирт можно использовать тоже. Любые эфирные масла, если на то пошло. Но, еще раз говорю, ребят, у вас выиграть в лотерею, причем крупную сумму, шансов значительно больше, чем заразиться коронавирусом. Еще раз, на всю Москву, сколько у нас там заразившихся? На 20 миллионов с лихером, 20 с лихером миллионов человек. Сколько там заразившихся за все время? Так. Есть жидкий бальзам. Замечательно. Отлично. Да, самое неприятное, что может заметут под эгидой карантина куда-то. Да, обычно в инфекционку заметут, а там, соответственно, попадутся вменяемые врачи, вылечат, попадутся хреновые врачи, залечат. Вот. Так, чеснок 20 шекелей кило свежий. Чеснок, имбирь, лимон, за все не помню, больше 500 рублей. Народ делает деньги, да. Причем, правда, лимон здесь не совсем понятно. Еще раз. Так, где оно у меня? Аскорбиновая кислота доступна в любой аптеке. Стоит по большому счету копейки. Понимаете, не лимонная кислота, а аскорбиновая кислота. Вот так вот берем вот это вот хозяйство в горсточку. Я как-то считал, ну, примерно 25-30 дрожжей. Блин, как вам показать? Ну, вот. Вот столько. Вот это вот хозяйство просто-напросто берется и за раз. Две были лишних, не сразу зашли. Кто бы что ни рассказывал на тему, что ударные дозы аскорбиновой кислоты, значит, ни хрена не работают, а то и вызывают отек квинки. Ну, получить отек квинки шансов значительно меньше, вот, чем в результате приема не заразиться. Ожерелье из чеснока тоже хорошо. Можно еще колосиновый, да, до кучи, в руки. Ну, так, на всякий случай. Так, чем поднять давление? Например, тестом, который покажет две полоски. Да, к примеру. Ну, все то же самое, перцовая настойка. Все то же самое, что снижает давление, если давление высокое. Все то же самое, давление выравнивает. Перец выравнивает давление, понимаете? Вот. Так. Как настоять золотой корень, радиолу розовую? Не знаю, я не настаивал. Вот. Я этим не пользуюсь. Это из тех вещей, которые, скажем так, можно там настоять на коньячке, а потом добавлять там по чуть-чуть в чай. Типа для здоровья и вкусности. Вот. По большому счету все. Наборы за бабки. Ну, да, здоровье дороже. По такому принципу.
Ну вот, стал питаться по моим рекомендациям, прошел геморрой. Кстати, да, понимаете, как это, какая самая классная болезнь? Чесотка. Почему? Ну, почесался еще хочется. А какая самая хреновая болезнь? Геморрой. Почему? Ну, не самому посмотреть, не другим показать, да? Вот. А какая вообще самая такая болезнь такая, вот самая такая? Склероз. Почему? Ничего не болит, но каждый день новости. Вот, да. И так далее. Так. Выращиваю каенский перец на гидропонике, я так понял. Зацвел недавно. Замечательно. Отлично. Чеснок нашинкованный рядом с ребенком, спящим на ночь. Почему смешно? Правильно. Правильно. Вот. Как сделать настойку прополиса? Никак не делайте настойку прополиса. Ни от чего не помогает обычно. Вот. И так далее. Есть другие, значительно более эффективные средства и значительно менее дешевые. Соответственно. Так, как-то так. Ну, давайте еще по теме коронавируса все-таки. Вопросы. Я-то, потому что для себя-то все это хозяйство знаю. Давайте еще раз повторю. Для тех, кто пришел, значит, недавно. Так, что у нас? Квартиру кварцевать раз, проветривать постоянно, раз несколько в день в обязательном порядке. Вентиляцию заклеить к чертовой матери, для того, чтобы не было подсоса воздуха от соседей снизу. Вот. Что у нас? Да. Если у вас окна выходят на солнечную сторону, совсем замечательно. Принимать солнечные ванны желательно при открытых окнах, опять же. Вот. Если у вас выходят окна на северную сторону, значит, вам не повезло, значит, просто проветривать. Назначьте кого-нибудь собакой и выгуливайте. Вот. Но на солнце, на свежем воздухе быть обязательно. Опять же, сидение просто так, ни хрена, значит, иммунитет не улучшает. Окна открыли, значит, физзарядку сделали. Где-то в группе у меня было, по-моему, даже на сайте должна быть советский комплекс утренней физзарядки. Замечательная штука для того, чтобы просто размяться, разогнать кровь. Не смотрите телевизор, выключите его, потому что там одни гадости показывают. Смотрите, качайте английские старые комедии, американские старые комедии. Вот. В том числе немое кино. Смотрите с Чарли Чаплиным. Посмотрите фильм «Огни большого города». Обалденный фильм. Значит, там, да, идет текст с субтитрами, но, по-моему, даже без перевода там все и так прекрасно понятно. Например. Вот. Другие фильмы там с комиками немого кино. Изумительные вещи, ребят. Изумительные вещи. Если что, еще раз говорю, ВКонтакте у меня, значит, там на странице, как в разделе видео, значит, эти вещи есть. Вот. Не надо смотреть боевики, к примеру, повышает уровень адреналина, агрессии, а вы в замкнутом пространстве, значит, где ваши близкие, домашние так рядом с вами все время раздражают. Не надо. Смотрите комедии, смотрите фильмы. Не смотрите дурацкие концерты с нынешними идиотами. Смотрите старые вещи. Они добрые, они душевные. Как сказать, способствуют душевному спокойствию. Например. Вот. Таким образом, если есть личный транспорт, соответственно, старайтесь не сидеть дома, потому что все-таки к пешеходам, если еще как-то, может быть, пристают, опять же, не везде, то к тем, кто едет на своем автомобиле, в общем-то, особо не пристают. Поэтому старайтесь выехать на природу, просто-напросто, вот пальцем в карту, сегодня едем сюда, выезжаете, находите место, полянку, там, я не знаю, все что угодно, с собой раскладные стульчики, хоть такие стулья тащите на багажнике сверху, но приезжаете, свежий воздух, солнечные ванны, понятно, да?
Опять же, снег сошел, начинают просыпаться клещи. Это тоже надо иметь в виду и помнить. Эту заразу никто не отменял. В Краснодарском крае всю зиму народ ловил клещей в лесу. Всю зиму, ребятки. Даже когда лежал снег. Понятно, да? Имейте в виду. Так. У меня, говорит, тоже водка на чесноке, огонь напиток. У меня водки нет. В принципе, у меня спирт 70-градусный. Вот это вещь. Так. Обидно, что эффективность пчеловодства оказалась миф. Где-то пасеку держать, чисто для себя, мед собирали, свежевыжатый, это очень вкусно. Да, вкусно, пользы практически ноль. Мед обладает определенными свойствами, которые, собственно, народ и использовал. Во-первых, это сладко, вкусно. Да, раз. Второе, мед как консервант замечательная вещь. Например, из Астрахани в Москву возили осетров в бочках, залитых медом. Мед как консервант. Потом рыбу помыли от меда и замечательно готовят. По большому счету из свойств меда все. Да. Так как там много глюкозы и фруктозы, зубы от него портятся быстрее, чем от обычного сахара. Да. Не ведут ли власти обязательную вакцину от коронавируса? Очень даже может быть. Очень может быть. Так. Угу. Все прошло, я до сих пор удивлен. Чего удивляться? Все правильно сделано. Так. Сделала настойку водки на чесноке 3 дня. Сначала позеленел чеснок, потом вся водка. Это нормально? Это нормально. То, что позеленел, скорее всего, даже не позеленел, а цвет морской волны такой, с синеватым отливом. Спирт, когда чеснок скидываешь, да, он там аж синеть начинает. Такой цвет какой-то даже малосъедобный получается. Но это нормально. Это реакция со спиртом всего-навсего. Так. Так. С медом в составе для чистки печени. Для чистки печени лучше всего использовать все-таки лецитин. А тот рецепт был больше для смеху все-таки. Да. Админу печенек. Ну так засылайте. Правда, до Якутии будет долго идти. И почта, по-моему, не работает. Но, блин, вас за язык тоже никто не тянул. Так. Есть ролик, где делают зарядку под радиозапись 53-го года. Девочки, слушая диктора, не справились. Ну, учитывая интеллектуальный уровень нынешних девочек, вполне возможно. Так. Ваше отношение к компьютерным играм. Не играю. Так. Зачем? Господи, компьютерная игра это виртуалка всего-навсего. У меня, блин, жизнь и без виртуалки веселая, блин, в реальности. Так. Админу не печенье, а мясо. Нет, мясо на обед и печенье, соответственно, после ужина, к чаю. Одно другого не отменяет. Так, тоже, блин, за язык никто не тянул. Так. Спасибо за стрим, адекватное мышление. Пожалуйста, на том стоим. Да. Какие солнечные ванны, какой свежий воздух. В Крыму местные власти грабанулись настолько, что перекрыли доступ к набережным и морю. Видимо, какой-то дельфинный вирус нашли. Ну, на Канарах все то же самое. Пляжи закрыли. Ну, я-то на тот момент, когда закрыли пляжи на Канарах, подумал, что, наверное, это все хозяйство, значит, из какого-то уважения к нудистам. Вот. Ну, потому что с голой жопой и маской на морде оно будет выглядеть как-то не особо эстетично, да? Вот. Но если уже и в Крыму,
Ну, крымских властей можно понять. Они, как сказать, себя чувствуют наравне с канарскими властями. Да. О, вот, да. Не знаю. Не знаю. Была бы какая-то информация, давно бы уже просочилась в сеть. Любая бредовая информация появляется мгновенно. Была бы какая-то реальная информация по подобным вещам, я думаю, она бы тоже в сеть попадала, так или иначе. Шило в мешке, особенно в нынешних информационных условиях, ни хрена не утаишь. Вот. Но информации-то нет, понимаете? Нет информации. Нет информации. Теоретически, блин, море черное, богатое йодом. Солнце, солнечные ванны. Это способствует поднятию иммунитета. Это фактически обеззараживает воздух. Всех надо, блин, пинками туда выгонять на побережье, чтобы дышали. Делается все строго наоборот. Почему? Есть подозрение, что одичали. Одичали. Вот. Забыли даже то, чему учились в школе. Вот. Да. У деда зуб заболел первый раз в 60 лет. Повезло деду. Да. Мой непасечник прошел войну, но проблемы с зубами возникли тоже где-то после 60 только. Так. Господа, ставьте знаки препинания, пунктуация, а то я не совсем понимаю, где вопрос, а где утверждение. Так, в Якутии где? Админ, признавайся. Южная Якутия, насколько я помню. Так, по поводу обязательной вакцинации, так уже потихонечку продвигают. Ну да, есть такое окно Эвертона. Сейчас на волне паники, страха, блин, можно будет запихать все что угодно. Так. Гемангиома на печени. Блин, вот с гемангиомой на морде лица справиться достаточно несложно, что характерно. С гемангиомой на печени, блин, пока даже не понимаю, с какой стороны подойти. Вот. Гемангиома сама по себе лечится, но как вот это вот с печенью быть, непонятно. Так. Да, кстати говоря, на тему вот этой бактерии Синтии, т.д. и т.п. Блин. Ребят, еще раз. Бактерия и вирус – это две большие разницы. Вот есть вот фужер, да, стеклянный. Не богемское стекло, наше, конечно. Вот. А есть вот холодильник стоит. И это две большие разницы. Понимаете? И из одного другое не получить никак. Хоть ты что с этим делай. Здесь все то же самое. Значит, тем более, что вот эта самая Синтия, это достаточно специфическая бактерия, которая должна была жрать и которая жрала строго углеводороды. Все. Человека она жрать не может, потому что человек не углеводород. Человек – это белок. Поймите простую вещь. У нас все микроорганизмы, они достаточно, как сказать, узкоспециализированы, если можно сказать именно таким образом. Вот у нас есть, к примеру, дрожжевые грибки, да, они жрут сахар, ну, и, грубо говоря, писают спиртом, понимаете, а выдыхают углекислый газ. К примеру. Вот. А есть, соответственно, у нас уксусно-кислые бактерии, которые, значит, жрут спирт, описывают уксусом. То есть, чисто теоретически спирт испортиться может, скиснуть, а уксус уже нет. Хотя говорят, что и там тоже есть какая-то фигня, которая, значит, жрет уксус. Вот, тоже во что-то его там перерабатывает. Понимаете? И здесь все то же самое. Она не может человека, блин, жрать.
И опять же, вирус – это вирус, он не жрет человека. За сволочь встраивается. И клетка начинает производить этот вирус. А в процессе производства она начинает синтезировать токсины. В результате эти токсины вмешиваются в химические реакции, проходящие в организме. Это и вызывает, соответственно, осложнение. Все. Блин, ребят. Я не знаю, там, через чего вот это вот надо, блин, пройти, но я заметил одну простую вещь. Пока простой человек, мыслей здравых много. Как только доктор наук, так, блин, там такая завань с таким бредом начинается. Вот. Да. Ай, не может она людей жрать. Это разные вещи, блин, абсолютно разные. Да. В Катаре сезон прогулки по пустыне тоже гоняют. В Израиле возле моря не гулять. Интересно, почему? Интересно, почему? Еще раз, на Канарах пляжи закрыто закрыли, но по побережью-то народ все равно гуляет. Там больше гулять, собственно, негде. То есть собачек выгуливать там все равно можно. Народ в Маринах стоит, кто на яхтах живет. Все равно выползают. Сейчас приноровились, значит, полиция перед тем, как приехать, фактически так: мы сейчас приедем. Вот. Народ быстренько рассасывается по яхтам. Полиция приехала, типа рейд провели, все хорошо, развернулись, уехали. Народ обратно повылазил на бережок. Погулять, там в магазинчик сходить, пожрать купить, детей выгулять, значит, и так далее. Вот. Там все это хозяйство уже отменили. Но, еще раз, я не думаю, что вот это вот все хозяйство, особенно в условиях Черного моря, блин, какая-то Синтия и так далее. Черное море у нас получает нехило так воды из кучи достаточно крупных рек. Там у нас и Днепр, там у нас и Дон, там у нас и, блин, дайте европейские еще реки вспомнить. Куча полноводных рек. Все это хозяйство достаточно энергично вытекает, соответственно, через вот этот вот пролив. Кстати говоря, большой-большой вопрос, почему Черное море до сих пор еще не пресное, при таком-то количестве втекающей пресной воды. Вот. И так далее. Как-то так. Как-то так. Скорее всего, есть какая-то другая причина. Есть какая-то другая причина. И еще раз, очень удивительно, что нет никакой вменяемой информации вообще нигде. Вот в чем дело. На эту тему. Нету. Не просачивается даже. Это очень непонятно. Так, мнение насчет синего йода. Ну, хорошая штука-то. Смотря для чего. Опять же. Не знаю, у нас тут во всяком случае к пруду никого не это самое. От пруда не отгоняют. Но он пока еще литком закрыт. Вот. Но возле Камы был. Все нормально, вопросов никаких не было. Так. В Яффе жгли сегодня шины, устали от карантина, полиция с армией их разгоняли. Да. Как вы считаете, подорожает ли соль, ведь это когда-то было валютой? Соль нет, вряд ли она сильно подорожает, потому что соль сейчас добывается практически в избытке. Вот, практически в избытке.
Соль была дорогая по одной простой причине. Это была монополия. Все. Так как это была монополия, соответственно, ценник устанавливался высокий. Как только были разведаны другие запасы соли в разных местах, и монополистам государство дало по голове, соляные бунты закончились сразу одновременно. Все. На сегодняшний день проблем с этим хозяйством нет от слова совсем. Так. Имбирь подорожал. Ну это да. Так, можно ли восстановить позвоночники и хрящевую ткань? Ну я же восстановил. Так. Подорожает то, на что будет повышен спрос. Ну это да, это само собой, это естественно. Народ ломанулся, смел имбирь. Причем здесь лимоны не совсем понятно. Ну почему-то народ считает, что лимонная кислота, блин, она там чему-то способствует. Она ничего не способствует. Витамина С, если брать фрукты, то витамина С больше всего в черной смородине. Если брать вообще, значит, растительные продукты, больше всего витамина С в репчатом луке и чесноке. Причем в репчатом луке больше. Вот. Если брать готовые продукты, то, соответственно, квашеная капуста. Но квашеную капусту не всем, опять же, можно в больших количествах. Вот. Да. Как восстановили? Ну, ёкарный бабай. Там диссертацию писать. Так и восстановили, заново отрастил. Вот. На мозги спрос вырастет. Дело в том, что на мозги даже на сегодняшний день спроса нет. Самое противное, что на сегодняшний день очень активно работает парадокс Даннинга-Крюгера. Вот. И на сегодняшний день фактически для властных структур произошел, как сказать, обратный отбор, отрицательный отбор. Умный человек никогда не норовит залезть во власть, потому что для умного человека это всегда ответственность. Во власть лезет дурак, чтобы потешить свое самолюбие. Все. В результате мы имеем на сегодняшний день то, что имеем. Нет, там есть, конечно, вменяемые, адекватные, умные люди. Но, блин, вот до хрена с кем пообщавшись, понимаешь, что да, умный вроде умный, но дурак. Так, чтобы полностью до конца действительно умный, практически нет. Вот, практически нету. Будет ли, возможно ли повторение 90-х? Будет, еще раз говорю, повторение не столько 90-х, сколько будет повторение американской Великой депрессии. Вот это скорее. Вот это будет скорее, чем 90-е. В 90-е вся проблема была в том, что, первое, создали искусственный дефицит, раз. Второе, на фоне дефицита отпустили цены. То есть сначала создали дефицит, потом отпустили цены, все взлетело и перестало хватать денег для того, чтобы все это хозяйство купить. Вот, все. Сегодня не то, что денег не будет хватать, денег просто не будет. Ну еще раз, куча мелких, значит, предпринимателей каких-то, они на сегодняшний день просто обанкротятся. Если мы просидим вот в этих условиях не недельку, а мы просидим в этих условиях там 2, 3, 4, не дай боже, недели, вот, банкротств будет очень много. Некоторым и недели хватит, чтобы обанкротиться полностью. Понимаете, это вот простой пример, значит, у кого отдельчики там в торговых центрах, например, но он закупает товар на свои деньги. Потом этот товар продается, этих денег он платит за аренду, там, налоги и так далее и тому подобное. Вот.
Человек сейчас чего? За вот эту неделю ни хрена не заработал, а за аренду он заплатить должен. В результате, значит, у него получится ситуация, когда он должен 2 раза, а заработал только 1. Но он товар-то продаст, оплатит, блин, аренду, оплатит все свои затраты, на что он будет заново закупаться. Не дай боже, если у человека еще и, скажем так, наемный персонал присутствует, зарплату, блин, его обязали выплачивать, а из каких шишей он будет товар заново закупать? Оборотные средства он откуда возьмет? Например. Нет, ну там хорошо, например, машину продать. Замечательно, кто ее купит? Куча таких же, блин, сидит без ни хрена теперь, как он. Понимаете? Вот в чем дело. Да другая совершенно картина будет. Не как в 90-е. В 90-е было веселее. В 90-е было легче даже, чем будет сейчас. Вот. Еще раз, либо это великая глупость в это самое, вот так вот поступить с экономикой страны. Значит, там, кстати говоря, если что, есть вот канал на ютубе Михаила Делягина, экономист. Вот. Здравые вещи как раз таки рассказывает, в том числе про экономику, в том числе в связке с этим самым вирусом и так далее. Ребят, рекомендую. Вот, категорически, да. То есть, либо великая глупость, либо это делается все абсолютно умышленно. Вот. Но, опять же, а зачем? Вот если умышленно, ну, блин, и дальше-то что? Будет Великая депрессия. В Америке во время Великой депрессии умерло, по разным оценкам, примерно 1,5 миллиона человек. Просто с голоду. С голоду. Не то, что там, в том числе от других причин. Именно с голоду 1,5 миллиона человек. У нас будет сейчас происходить фактически то же самое. Блин, ну, если поддержит народ, еще. То есть те, кто сидит, грубо говоря, сидел на, ему платили минималку, там 11 тысяч, да, плюс, соответственно, ему там платили проценты. Итого суммарно там было 20-25. Неделю дома посидел, 3500 минус. Ну, а 3500 это все-таки деньги, да. Макарошки там, да, поесть-то купить, блин. 3500 это, блин, когда зарплата 20-25. Хорошие деньги. Вот. 2 недели минус 7000. А кушать на что? А если там еще и дети? Вот об этом кто-то подумал, нет? Как это все? Нет, мы вам, говорит, облегчим процесс банкротства. Ха! Молодцы! То есть, понимаете, это предложение такое, если вы захотите повеситься из-за этого, да, мы вам веревку-то намылим. Ничего, бесплатно причем. Ага. Классно же. Так, дружить друг с другом научимся, будем меняться яйца на картох и так далее. Да вот, что-то как-то я не заметил, чтобы в 90-е все как-то это самое, дружить начали. Вот. Вот в чем дело. Это пока, ребятки, пока кто-то еще сытый, и у него есть возможность, когда ему самому, блин, эту возможность обрежут, у него будет стоять вопрос, блин, либо сдохнуть с голодухи, либо отобрать у ближнего, все пойдут на то, чтобы отобрать у ближнего. Вы думаете, железные двери у нас появились это самое, от великой дружбы? У меня вот здесь вот на площадке, значит, остались решетки, которые сегмент коридора отсекают. Решетка.
Это наследие 90-х. Так-то. Ага. И у всех звонки возле этой решетки. Сейчас, конечно, никто ее не запирает. Вот. Но что-то так я смотрю на это все хозяйство. Походу, пора уже это ключик подбирать к замочку на этой решетчатой двери. Вот. Ну, провайдер, это да. Лукашенко, да, именно поэтому не хочет обвала экономики. Он мужик здравый, правильно рассуждает. Норвегия, Швеция точно так же отказались вводить у себя все вот эти вот мероприятия. Нету всплеска смертности. В Италии со всеми этими рассказами тоже нет всплеска смертности. То есть смертность у них как была, точно так же на уровне прошлого года держится. Еще раз, ребят, если это Синтия, блин, посмотрите на Италию, этот сапог Апеннинский, блин, полуостров несчастный, он весь посреди моря торчит. Там практически все города расположены строго на побережье. Но болеет Северная Италия. Смертность именно от коронавируса, как нам рассказывают, в Северной Италии. Очень интересно. Очень интересно. Так. Как-то так вот. Как-то так. Как-то так. Ладушки, ребятушки. Что у нас? Сколько? Опять почти 3 часа. Мы здесь с вами посидели, ну уже хорошо. Значит, у вас время пролетело, да? Вот. Я что-то как-то, значит, тоже чем-то был занят. Значит, уже хорошо, уже замечательно. Да. Ну, скоро тоже начну, как разные всякие блогеры, типа подписывайтесь на мой канал, там, значит, нажмите на колокольчик, потом выберите, значит, там все уведомления. Ну вот, ставьте лайки там, в конце концов, я тут старался, 3 часа глотку драл. Вот, вроде даже кому-то и информация понравилась. Вот, тут еще ее полезная, уже хорошо. Вот. И т.д. и т.п. И т.д. и т.п. Да. Что с Ютубом происходит, тоже не совсем понимаю. Вроде просмотры по последним роликам идут 1500-2000. Все хорошо, все замечательно. Но при этом количество подписчиков падает. Куда деваться-то вдруг начинают? Хотя да. Хотя народ начинает пугаться, что характерно. Некоторые приходят, как сказать, там, вроде про коронавирус, они приходят в поисках адреналина, там ужасов всяких, ужастиков. А я вот рассказываю о том, что все хорошо, бояться не надо, все отлично, все замечательно. Вот. Не про то, что все умрем, а про то, что, значит, ребята, будем жить и так далее. Ну, людям это многим не нравится, да. Опять же, значит, я не повторяю то, что в телевизоре. Вот, опять же, это тоже не всем нравится. Кто-то же ставит мне там по 10 дизлайков, блин. За что? Хрен его знает. Я рассказываю только то, что можно взять, проверить из официальной информации, из статистики. Еще раз, ребятки, официальная информация – это не то, что вам в телевизоре рассказали, а то, что вы сами порылись на конкретных ресурсах, вот, официальных ресурсах. Вот. Кто вам мешает залезть на сайт статистики, там, здравоохранения, Минздрава там, и так далее Италии самостоятельно? Ну, сейчас же Google переводчик есть. Берите, пользуйтесь. Перевод, конечно, будет корявенький, но, блин, тем не менее, разобрать можно, что это там написано. Вот. Посмотреть, что там у них со смертностью, блин, тоже можно. Что там у нас, блин, море? Смерть, по-моему, море, да? По-итальянски. Или это по латыни?
Вот. Да, море, точно. Вот. Это же очень просто, понимаете? Опять же, сейчас надо смотреть не журналистов, которые СМИ, ребятки, помните, все-таки это у нас вторая древнейшая профессия, вот, которая от первой древнейшей почти ничем не отличается. Вот. Смотреть надо информацию русскоязычную, которая идет для экономистов, финансистов, то, что они, соответственно, чем пользуются. Вот там, соответственно, они пользуются не СМИ, а конкретными цифрами. Понятно, да? Вот. Потому что эти цифры им нужны не для того, чтобы пугаться или там наоборот находиться в какой-то радужной ситуации, а для того, чтобы принимать конкретные решения. Поэтому, например, опять же, того же самого Делягина, смотрите, пожалуйста. Вот, директор цельного института. Ну, все-таки, тем более, значит, человек достаточно такой живой, общительный. Да. Вот. Как-то так вот. Понятненько, да? Не давайте себя запугать. Избегайте старательно страха. Страх – это всегда адреналин. Адреналин – это, соответственно, всегда выжигание витаминов, микроэлементов. Вот. Не упускайте случая, ищите любыми способами, путями возможность оказаться на солнце. Все-таки. Вот. Не мытьем, так катаньем, в конце концов. Вот здесь вот, например, если что, кому-то там совсем никак, ну да, вот тут с соседями подружиться, чтобы на балконе у них там солярий устроить, например. Да, здесь подружиться надо, можно. Вот. Так. Чего там? У меня подруга слушала с температурой ваш последний ролик, так она в шоке. Наезжаете, как бы нежная, не привыкла к такой манере подачи, но советы помогли. Еще раз, ребята, манера подачи бывает разная, но в попку я целовать никого не буду, потому что это не помогает. Помогает именно такая манера, пока... Как говорится, ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Понимаете, обыватель, он существо сильно инертное. Пока его не пнешь, он чесаться не начинает совершенно. Но, ради бога. И да, я вырос в казарме. Вот. И в некоторых случаях могу и матом покрыть. Вот. Ну, да, я люблю русский язык, я его не стесняюсь. Так. Почему стрим нельзя смотреть на повышенной скорости? А что, очень хочется, да? Хочется много пропустить. Потреблятствуете, уважаемый. Так, разве магазинные соки приносят пользу? Ну, скажем так, это лучше, чем ничего. Нет, я попробовал, конечно, тут раз несколько купить ананас, сделать из него сок и так далее. Но ананасы попадаются, либо эта сволочь еще не зрелая, либо эта сволочь уже начала портиться, отдает гнильем. Вот, поэтому ананасовый, например, лучше купить. Да. Покупать ананасы, например, в сиропе как-то, нет, не то. Вот. Отписываются эти. Да, кстати, я и матерюсь-то вроде как не сильно много. Вот. Не сильно много. Есть просто те, кто слишком много эгоизма и эгоцентризма. Они привыкли, чтобы вокруг них плясали. Я вокруг никого плясать не собираюсь. Если человеку нужна информация, он ко мне пришел, ну, получай информацию. Да, у меня есть определенные недостатки, мне 46 лет уже с лихером,
И, соответственно, меняться я не буду в угоду кому-то. Вот. Как минимум потому, что в этом смысла нет. Никакого. Когда человека ласково гладишь по чувствительным местам, нежно шепчешь в ушко и уговариваешь, он начинает капризничать. Когда ты подходишь к нему, рявкаешь на ухо, даешь пинка под жопу после того, как он подпрыгнул, он все-таки сначала бежит, вот, а потом не даешь ему уже остановиться просто-напросто. И тогда он делает все, что требуется, в том числе на пользу самому себе. Понимаете? И это работает, в том числе и со здоровьем человека. Вот в чем дело. Вот в чем дело. У многих просто нет времени на то, чтобы их уговаривали, там ласково разговаривали с ним и так далее. Нет. Вот. Если он хочет, чтобы я там что-то как-то вокруг танец живота исполнял и рассказывал ему о сотворении мира, ну, таким, как этот самый говорит Ревичи. Вот Ревичи рекомендовал таким подушку на морду, 5 минут держать в замке и все. И сразу всем легче становится. Вот. Потому что обычно получается таким образом. Значит, человек, да, капризничает, но у него куча проблем. Он и так всю жизнь вел себя как попало по отношению к самому себе. Его всю жизнь уже кто-то уговаривал. Есть результат? Нет результата. Ко мне приходят, есть результат? Есть результат. Раз есть результат, значит методы правильные, понимаете? Если вот при тех методах нет результата, значит метод неправильный. По-моему, все очень просто. Вот. Да, как-то так. Как-то так. Те, кто дома продолжает ходить в уличной обуви, у тех вирус разносится быстрее. Блин, а кто у нас дома ходит в уличной обуви? А потом, чего, я буду это самое, песок с простыни стряхивать, что ли? Как это? Не знаю. Как это? Наверное, это где-то в зажравшейся загранице. Вот. Угу, угу. Так, да-да-да. Блин, усы пока не отклеиваются. Слава богу. Да. Почему власти врут? Вы знаете, это у вас, ну, очень оптимистичное предположение. Я вот не столь оптимистичен. Я считаю, что они абсолютно искренне, вот, абсолютно искренни в своих вот этих вот телодвижениях. И это, блин, страшнее. Да. Какое средство принимать при ревматоидном артрите? Воду много. Так, в Беларуси все хорошо, производство предприятий не остановили. Да. Так. В Беларуси оно все само сдохло, не нужно ничего останавливать. Ну, обычный сезонный грипп, собственно, все. Вот. Испытываете ли дискомфорт при питье и приеме пищи с такими усами? Иногда бывает. Иногда бывает. Салфеткой приходится пользоваться чаще. Да. Куда деваться? Куда деваться? Да. Так. Например, из комедий предлагаю сегодня посмотреть. Такая замечательная комедия, в том числе у меня там ВКонтакте есть. Называется «Оскар». С
Сильвестром Сталлоне. Что характерно, комедия, чистая комедия, никакого боевика. На мой взгляд, комедия просто изумительная. Я ее смотрел уже, наверное, раз 20. Но если мне хочется посмотреть чего-то, я не знаю, что посмотреть, просто надо поднять настроение, я включаю ее. Там очень много интересных моментов, она достаточно насыщена событиями. Вот. Изумительно играют, значит, актеры. Вот. Сталлоне прекрасно играет в качестве, значит, такого комичного артиста, как и его, собственно, гангстеры. Ну, там вообще играют все. Там играют в том числе Орнелло Мути. Да. Что говорит, у тебя взрослая дочь? Да, от кого? От нашей горничной. От новой горничной у тебя взрослая дочь? Ребят, это надо посмотреть. Это надо посмотреть. Вот. Так, про психологию продолжение. Да пока поглядим, даже не знаю, что там рассказывать. Не хочется скатываться на банальщину. Вот. Промышленность сдохла. Да нет, в Белоруссии промышленность не сдохла еще. Они молодцы, они еще работают. Да. Да. Как-то так. Так что вот, мой вам совет. Современные фильмы я стараюсь вообще не смотреть, потому что там на самом деле сейчас смотреть практически нечего. Вот, они все какие-то, как будто на даунов рассчитаны. Неинтересно. Вот. Имею настольный дистиллятор. Несколько лет привык пить дистиллированную воду. Пробовал кидать в нее камни шунгита, кремния, кварца, воняет тухлым болотом. Не знаю, я пил воду с кремнием, ничем не воняло. Вот. Да. Как-то так. Как-то так. Ладушки. Че, ребят? Что у нас уже? 3 часа и сколько минут идет все это хозяйство? Тыбы-дыбы-дым. Так, где у меня тут время? 3 часа 2 минуты. Все, новый рекорд поставлен. 3 часа 2 минуты. Замечательно. Да, время летит достаточно быстро. С вами достаточно интересно. Крокодил Данди, да. Вот, первая серия интересная, вторая серия уже нудная, третью серию смотреть время терять, по большому счету. Да, как-то так. Есть вот такая вот мысль странная. Не устроить ли стримы завтра тоже? Завтра, наверное, нет. Так, а вот в Тяпницу, наверное, можно еще раз, да? На какие-нибудь темы, собственно, снова поговорить. Опять же, поглядим, вот, чем нас, какими новыми интересными решениями развлечет нас власть. Вот. Что-то не должны новенькое придумать, пока народ окончательно не заскучал и не потребовал себе хлеба и зрелищ. Вот. Что-то должно быть. Да. Да. Фитиль, согласен. Интересное видео. Ну, там, опять же, не столько комедия, сколько все-таки не юмор, а сатира. Вот. Но интересные вещи, да. Так что, еще раз, значит, смотрите, есть все-таки группа ВКонтакте, да. Давайте попробуем на время вот этой вот всей лабудистики сделать из этого хозяйства такой некий клуб, что ли. Вот. Соответственно, самые интересные вещи там будут публиковаться. Вот. С такими вот, например, предложениями.
ставиться, выкладываться. Вот. Николай Геннадьевич, поставь нам, пожалуйста, туда для начала фильм «Оскар». Вот. А завтра, если что, ой, ну не завтра, там послезавтра, мы его, глядишь, обсудим, к примеру. Да. Как-то так. Все, ребятушки. С вами хорошо, интересно, весело. Пригласите кого-нибудь на стрим. В смысле, давайте проведем стрим с блэкджеком и ну, с девочками, да? Мысля, конечно, интересная. Надо обдумать. Надо обдумать. Вот. Жили бы в одном городе, я думаю, мы бы обязательно собрались и живьем. Хоть сейчас и говорят, больше 2 не собираться, но мы бы нашли возможность, способ, место, собрались бы. Так. Собеседника, не собутыльника. Блин, распевать перцовку мою, это, блин, да. Пригласите кого-нибудь на стрим. Ладно, будем подумать и посмотреть на эту тему. Все, ребятки, как-то я уже устал, язык начинает потихоньку заплетаться. В прошлый раз некая дама меня вообще попыталась обвинить в том, что я, понимаете ли, под шофе. Вот. Не надо такие впечатления оставлять у тех, кто все это хозяйство смотрит. Вот. Так что, всем пока. Веселых выходных, да, на которые нас президент отправил.